Всем привет, друзья! Сегодня у нас мукбанг. Не знаю, до этого мукбанг записывался или нет. Олежка у нас тут кушал. Вот. Мишаня пока не голодный. А у тебя это самое в... Наверху смотри где-то. У тебя на чаты есть хлеб или взять? Да. А что-то не видать здесь. Ну там почти полная буханка. Окей, тогда мы ее возьмем. Она одна, я другую в морозилку спрятала. Не ошибешься. Так, на, это тебе, короче, доедай. Раз Это вчера все не время ела. тебе. Давай. Так, я ем черный хлеб. Но не бородинский. Бородинский, кстати, в холодильник кинь. Мы его потом пожарим, как я сказала. Мгм. Грею в тостере. У нас два тостера на 6 слайсов получается. Да. Один 4, а в другом 2. Так. Георгий, все в маму пошли. Что ты хочешь? 38 Себе человек. взять хочешь? Нет. Нет. Георгий пишет, все в маму пошли, небольшие ростом, а мне показалось, что у Олега 1,80 м где-то. Нет, 1,70 м. Ну, как сказать, Мишенька 12 лет, 1,70 м почти. Да, Олегу 19 лет, 1,70 м, а Миша 12 лет, 1,70 м почти, так что... А, мне еще некуда. Так что еще, я думаю, подрастут. Гели, здравствуйте, у вас очень хозяйственная жена, очень домовенок. Спасибо. Молодец такая. Лейли пишет, Оля, корейские блюда в основном соленые и острые, не поднимается от этого у людей давление. Это как посолишь, как поостришь. Да? А вообще острые тоже, Оля, например, не старается прям сильно ядреные острые делать. Хотя вот последнее чимчи прям такое, как вы сказали, прям очень острое, да? А вот ее мама острее делает, в принципе, блюдо. Так Олежка, что можно я попросить кастрюлю воды поставить? Лидия Не-не, вот здесь она. пишет, а я никакой хлеб не ем. Классно. Ну это тоже, как сказать, это считается, что это, как сказать, ну, кто-то говорит, что не надо никакой хлеб есть, а другие, я знаю, что и макароны с хлебом едят, и пельмени с хлебом едят. Я таких очень много людей знаю. Я сам, в принципе, могу съесть, не разбираясь в этом особо. Шаира Уразова. И снова привет от Шаиры. Обожаю вас, мои родные. Мы вас тоже. Спасибо большое, Привет Шаира, вам, приветик. привет. Так. Тут надо почитать. Так. Мадина пишет, у вас еще весь день впереди. Так и есть, да. Да. Алтынай. В Казахстане тоже 11, но уже вечера. Да, понимаем. Санек пишет, Ким, здравствуйте. Здравствуйте, Санек. Здравствуйте, Санек. Аджика ваша супер, но добавил кинзу и петрушку. Вообще огонь получилось. Одобряем. Вот, Тоже любим. да, Оля говорит, все, что хочется добавить, добавляйте. Пусть будет у вас свое видение на любой рецепт. Прям очень это полезно, когда ты делаешь и прям получаешь от этого удовольствие. А уж зеленуху, сколько ни положи, мне кажется, все будет прям в дело. Сколько нам стоит примерно? Олежка, давай больше половины. Окей. Мадина написала приятного аппетита. Спасибо. большое. Так. Нгели по-грузински это волк. О, прикольно. Мы теперь знаем еще одно грузинское слово нгели. Мгеле. Да, какие мы слова узнали? В принципе, гамарджоба, геноцвали до этого знали. Какие мы еще слова знали по-грузински? Вкусно? Угу. Ты тоже хочешь? Собачка нам? выплевывала. И я вот это сейчас все положу. Это овечий сыр написано. Пахнет просто брынзой, честно говоря, ничем. Георгий пишет,
генетика, может, у Миши такая. А Миша сколько весит? Мгм. Миша, ты сколько весишь? Не знаю. Иди взвесься. Нет. Это секрет. Секрет. Секрет фирмы. Все готово. Спасибо. Ага. Малика Рахимова, приятного аппетита. Спасибо, большое. О, Гели нас еще дальше учит. Сагамо Джвидобиса. Это добрый вечер. Хлеб это пури, деньги это пули. Пули? Вау, да. Все, запомнили. Хлеб пури, деньги пули. Это точно запомнил. Хлеб, кстати, такой вкусный в Грузии. Особенно вот этот в горном городке маленьком. Раньше на дороге он стоял, этот городок, который идет из Тбилиси в Кутаиси, туда, в сторону моря. И там праздничные хлеба продавались, которые 5 штук, 6 штук, там 7 штук сразу много продавали. Нам его сказали попробовать, очень рекомендовали. Нам он так понравился, это просто что-то, это фантастика. Который с фасолью лобиани, вообще это что-то оторвать. Я потом был в Батуми, специально в эту кофейню пришел, а было еще раннее утро, она была закрыта. И мне показалось, как будто она совсем закрылась. Помнишь, рядом с нашим, вот, где мы снимали, Да. там в подвальчике было. И я прошел, мне показалось, что совсем закрыто. Но было еще раннее утро, я приехал то ли 6 утра, то ли даже 7 утра, не помню. Рано было. Короче, Гели нас продолжает обучать грузинскому языку. Швидоба это добро. Сагамо это вечер. Минута это цели. Так, убавил. Ну, что-то, наверное, поправить надо. Мадина пишет, вы мне открываете аппетит, это мне нравится. Мы рады. У кого из вас сложный характер, спросила Мадина. Наверное, у всех когда-нибудь в какой-то степени сложный характер. Можно сказать, и у меня тоже какой-нибудь. Можно найти, как это называется, что-то кому-то не понравится. Мне кажется, это нормально. Рогор хар. Рогор это как хар, это дела. Типа как дела. А рогор это как, хар это дела. Мадина написала, да, у каждого есть свои плюсы и минусы. Все мы разные, и это хорошо. В этом, так сказать, и состоит жизнь. Георгий спрашивает, а Олег куда ходит на тренировки? Сейчас, кроме спортзала, который он тоже что-то подзабросил, ну, тренажерки, особо никуда не ходит. А так мы все ходили на теннис большой. И обычно по выходным стараемся сейчас же ходить без тренера, сами играем. С Олегом с удовольствием. У нас прям в комплексе здесь, ну, 3 минутах ходьбы. Да? Или 2 минуты ходьбы. У нас теннисный корт, ракетки под мышку, сумку с мячиками и пошли. Так что иногда играем в большой теннис, иногда ходит в тренажерный зал. А уже борьбу там и так далее, сейчас уже Олег ушел из большого спорта, короче, скажем так. Перестал заниматься борьбой. До этого он тоже ходил и айкидо, и
куда он ходил, и джиу-джитсу, и тэквондо они вместе с Мишей ходили в Турции. Но сейчас так. Гели дальше нас обучает Каргат Мадлоба. Это означает хорошо, Мадлоба, спасибо. Спасибо. Бойко, здравствуйте, вы откуда? Здравствуйте, мы из Калифорнии. А вы откуда? Так, давай тут почитаем. Алтынай. Что в друг друге раздражает или бесит? Или такого нет? Можешь начать И закончить, да? и закончить, да. Ну, мне не нравится, что Алексей по 40 минут сидит в туалете. М. Вот мне прям жалко это время, которое можно было бы потратить на помощь жене, например. Что меня еще раздражает в тебе? Так, дай-ка взгляну. Ну, во-первых, я не могу же я быть совсем без недостатков, поэтому это нормально, что что-то ты нашла, в чем я могу тебя раздражать. Как этот? У меня подружка, она такая, у нее очень плохая память. И когда мы только приехали в Америку, она мне присылала Reels, где что-то там про вот на эту тему было, да? Может, вы тоже видели, девушка сыпет разные крупы, это вот сколько времени муж уделяет мне, сколько времени работе, сколько времени посиделкам в туалете. И вот она сыпет, значит, это на поднос рассыпает, да, жене вот столечко внимания, а посиделкам в туалете вот столечко внимания. Я, короче, это запомнила. И очередной раз, когда мы встречаемся, ну, уже время прошло, пару лет, наверное, мы были с семьей в Falling Price. А Falling Price — это в Америке такой магазин, где можно очень-очень дешево разные вещи покупать. Они один раз в неделю загружают магазин товаром, битком прям весь магазин загружен товаром. Там может быть бытовая техника, мебель люди могут там находить, всякие большие покрывала, одеяла, постельное белье. И вот они начинают со вторника, по-моему, да? Они начинают со вторника, во вторник на любой товар ценник $6. В среду $4, в четверг $2, в пятницу $1 и в субботу 25 центов. Но загрузка магазина идет только раз в неделю. Соответственно, самый лучший товар во вторник разбирают, а в среду уже за $4 похуже остается товар. В субботу обычно остается какая-нибудь мелочевка. Очень много канцтоваров там можно найти в субботу, всяких там продуктов можно найти. Вот. И получается, мы попали в магазин в этот как-то в субботу, как раз вот после тренировки с тенниса возвращались, и решили заехать там в тамошний местный, их много у нас по Сакраменто, несколько магазинов, и мы решили, никогда там не были, давай заедем, посмотрим, что продается. В тамошний мы на теннис далеко ездим, полчаса езды от дома. Зашли, значит, в местный Falling Price, и это была суббота. То есть ценник там был по 25 центов. И мы смотрим, там много-много игр в упаковке, они новые, запечатанные. Написано «Golf for Toilet». То есть там такое зеленое поле в форме коврика для туалета. Но оно такое из фетра, что ли, сделано, такой материал. Тоненький, короче. Это не ковер прям, не коврик для туалета, а просто форма точно такая же, да, чуть-чуть длиннее, так как это поле. Потом там такая пластиковая, значит, лунка с клюшка гольфовая и мячик. Вот такой набор.
Мы так посмотрели, на коробке написано, что он там $5, что ли, стоит. А так как мы в субботу приехали, 25 центов. Я говорю, давай наберем несколько. Один точно тебе, говорю, нужен. Вот, ну, мы один дома открыли, в итоге дети там баловались, сейчас куда-то его заиграли. Вот, а один, говорю, надо подарить Кириллу. Как раз мы собирались по случаю дня рождения их дочери. Вот, ну, доченьки там свой подарок подарили ребенку, да, куклу какую-то, не помню. А ему, говорю, а тебе, говорю, в честь дня рождения твоей дочери тоже подарок. Завернули для сохранения интриги. Подарили. Он его открывает, как давай ржать. Я говорю, мы просто с твоей женой немножко общаемся, говорю, и я знаю, что в вашей семье такая проблема тоже существует. А жена тоже смеется, говорит, да, говорит, реально, у нас есть такая проблема, но я не помню, чтобы мы с тобой на эту тему общались. Я говорю, просто когда мы только приехали в Америку, ты мне такой рилс отправляла в Инстаграме. А, говорит, вот это у тебя память. Я говорю, я все помню. Вот. Такая вот смешная история. Здесь написали, играть что ли в туалете? Ну да, типа Да, да, сидишь такая, там, сидишь, балуется, делать нечего, да. балуешься, короче, этой клюшкой, мяч в лунку загоняешь, там пластиковая такая лунка имитированная с флажочком. Здесь вот написано... Так, тут столько вопросов успела написать. А сколько лет вы вместе, написала Мадина? Очень много. Уже мы тут раз вспоминали, не вспомнили. Здравствуйте из России, Sunlove. Здравствуйте. Из Калифорнии вам. Здравствуйте. Вы отмечаете Пасху? Ну да, собственно, праздники. Мы за любой кипиш, кроме голодовки. И здесь Мадина написала, у нас в семье так, все так сидят в туалете. Так что... Алтыная пишет, о, такое часто слышу, пишет она. Вот. Все мужчины, видимо, в туалете отдыхают, здесь написала. Тоже Алтыная. Не говорите, уже между собой общаются. По-любому муж на 30 минут уходит и еще с телефоном. 100%. Без телефона у него не получается там столько сидеть. Незачем там столько сидеть без телефона. Ну, только если почитать этот освежитель воздуха. Таким образом узнаешь, как это на казахском там написано, на других языках. Раньше были приколы такие, помнишь, раньше прикалывались. Почему-то в России всегда на всех освежителях воздуха было на нескольких языках, в том числе казахский, какие там еще были языки, армянский, грузинский, мне кажется, тоже были, я не помню. Помню, что всегда на нескольких языках это было написано. Юзер написал, а у нас нет такого магазина в Нью-Джерси. А этот магазин локально, только здесь, в Калифорнии. И даже не столько в Калифорнии, сколько в Сакраменто. Он, по-моему, даже вот чуть от нас, чуть-уть вот он отходит. Не, ну есть же всякие Стокстон, не Стокстон. Это, ну, все равно это, ну, рядом с нами находится, уже вот чуть дальше, к Сан-Франу отъедешь, там уже нет такого. Да? Там уже все там. Потому У что... нас этот магазин вообще палочка-выручалочка. Мы когда только приехали, я в этот магазин каждый вторник, мы еще жили в другом районе, и там магазин этот был в пешей доступности. Первое, что я сделала, сейчас расскажу, выиграла на аукционе тележку, про аукцион сейчас тоже расскажу. Такая тележка чисто американская, да, 4 колеса и такая тележка длинная. Тканевая такая. Да, и ручка. За ручку берешь и Она тянешь легко её. катится. Короче, я брала эту тележку и в Falling Price пешком шла как на работу. Потому что нужно было все. В Фоллинге я купила все. Ложки, вилки, наборы ложек, вилок. Что я там еще купила? Чайник электрический я там покупала, фильтр, полотенца все для всей семьи. Постельное белье. Вот эти стойки, это аукцион? Это аукцион, да. Аукцион, да. Свет, это аукцион? Аукцион. Тут почти вот все, что глазами вот так ведешь, можно сказать, либо аукцион, либо это магазин. Короче, я Стеллаж, в этом аукцион. Falling Price все купила, что нужно для дома, для семьи. Да. И теперь вот этот Falling Price, он входит в одну группу компаний с аукционом. Есть такой аукцион у нас тоже в Калифорнии, Бидерле. Это, сколько я помню, вообще BDRL и Falling Price, из-за чего он здесь, только здесь работает, потому что здесь склады Амазона находятся, и сюда очень часто возврат товаров приходит.
Этот возврат товаров они просто на палеты фасуют и продают бизнесменам или как это. И Более продают. дорогостоящий товар. Вот мы там купили Да. за $7 металлическую, полностью обрешетка вся металлическая, двухспальная, размер king size, кровать мы там купили. Это аукцион был. Это аукцион, за $7 я выиграла там эту кровать. Короче, такую крупногабаритную мебель, кровати, тостеры, бытовую технику, аэрогриль, кофемашина, стеллажи все, потом, что еще там, комоды, несколько комодов для дома. Что еще? Посуду ты там выигрывала. Посуду, вот эти вот синие тарелки вы у нас, наверное, наблюдали, они такие тяжелые, керамические, Пара классные. генераторов вот стоит, я вижу. Два увлажнителя больших. Увлажнители, да. Увлажнители тоже что-то долларов за 5 я их выигрывала. Все за копейки просто. Стеллажи. Самое дорогое из всего, что я выигрывала, это были стеллажи по $20. Оборудование для Ютуба я дорого выигрывала, потому что софтбоксы долларов за 50 я выиграла. Кофемашину долларов за 50 выиграла. Аэрогриль $10. Просто все за копейки остальное. Колонку зашла на на Amazon посмотреть, сколько точь-в-точь такая же. Просто принтскрин делаешь, и этот принтскрин на Амазоне легко ищется, да? Точь-в-точь такая же колонка, что я выиграла, стоит 300, что-то там 20 с чем-то долларов было. Помню, что 300 с чем-то. Дорогущая колонка. Я ее выигрываю за $25. Почему так дешево? Обычно, если товар стоит 300 там плюс, ну, пусть будет 300, да? Если товар стоит 300, то на аукционе его, как правило, выигрывают до $100. Вот примерно так выигрывают. Но я выиграла свою колонку за 25, потому что сверху дискошар, он был отколотый. Видимо, где-то при транспортировке, короче, откололся дискошар. Алексей так посмотрел на эту колонку и говорит, вероятнее всего, на функциональность это никак не повлияло. Дискошар, фиг с ним, он нам особо не нужен, дискотеки мы делать не будем с этой колонкой, но классную музыку я бы хотел, говорит. Поэтому давай, говорит, до $50 ставь, говорит, на нее, если она стоит 329, до 50 будет классно, если мы выиграем. А я в итоге выигрываю эту колонку за 25, представляете? Она такая здоровая, вот не знаю, она не видна, вон там в углу стоит на колесиках с ручками, ручки сбоку, ручки сверху. Мы их потом ручки поправили тоже там. Дискошар скотчем вот так перемотали, Да, он ну работает, и он даже Всё работает все в нем. мигает, все работает. Просто вот сам вот этот дискошар, который проецирует Сломан рисунок частично, на да. потолок, да, он частично сломан, и мы его просто скотчем вот так замотали, нам как И бы то вообще. долгое время он был не замотан ничем, просто чтобы никто не влез, нечаянно не ободрался. Нет, мы его вот. замотали, когда начали к подружкам моим ездить и возить его с Можно собой. было не заматывать, в принципе, он все равно работал. Даже этот дискошар работал, при том, что его это... Потом я к этой колонке я выиграла профессиональные 4 микрофона беспроводных. Радиомикрофона, да. Они тоже около $300 на Амазоне, я их за 80 выиграла. Микрофоны классные. Здесь мы как-то потом были на мероприятии. Точно такие же микрофоны ведущие пользовались. Очень хорошие. Вот. Так что... Поэтому это прям палочка-выручалочка для нас. Мы всем абсолютно обзавелись. Ну, кроме чего-то там специфического, да, мантышницы я уже покупала на Амазоне сама. Кашеварку, рисоварку покупала сама, потому что мне нужна была только определенной фирмы, только определенного размера. Вот такая рисоварка, поэтому покупали на Амазоне. Этот гриль обычный мы просто пользовались в России, оставили в Турции у подруги. Тефаль, OptiGrill XL Тефаль. Вот мне нужен был именно этот гриль. Тоже то, что вот специфическое, то, к чему уже привыкли, то покупали, конечно, сами на Амазоне. Свой станок Burner, конечно же, тоже покупала на Амазоне. Такое вот то, что чем привыкла пользоваться там у себя, здесь на аукционе или в фоллинге найти сложно. А вот такой тазы, вот этот набор, вот этот таз, что вы видите, красный, да, это набор из 6 разных тазов. Они как матрешка друг в друга вкладывались. С крышками. С крышками они еще, да. Это я за $6 в фоллинг прайсе купила. Классно. Так, Еще один набор тазов у меня есть. Георгий спрашивает. Олег и Миша как относятся к мотоциклам или спидбайкам? Ну, Олег не очень относится хорошо к этим мотоциклам, спидбайкам.
Миша нас уговорил, наобещал, что будет хорошо учиться. И мы ему купили этот электрический велосипед, который такой не самый мощный, который там несутся. А у тебя нет уже тут эфира? А, пазл, говорит, складывай. Видишь, как я? Ну-ка, да, вовремя ты Вовремя. собрала пазл, получилось? Этот ТикТок пазлы просит собирать, чтобы нам было не скучно. Получилось. Да, он там предлагает еще пазлы собирать. И он, короче, мы ему купили этот велосипед, достаточно быстро едет, шустрый, я на нем проехался. Он, в итоге его немножко подушатал, я его потом сгонял в ремонт, на нем ездил на этом велосипеде. Прикольная штука, но это было холодное время года, вообще не прикольно ехать, холодно, даже в куртке неприятно. Вот видите, как хорошо, когда у тебя есть помощники. Пока я завтракала, попросила сыночка поставить воду в кастрюлю, вода уже закипела, пойду варить шпинат. Вот такая пачка шпината сегодня превратится во вкусный корейский салат. Его будет совсем немного. Не столько, сколько здесь в мешке, он потом будет уменьшиться в размере. Так что Миша прям фанат всего этого электрического велосипедостроения. Ему прям все это нравится, он интересуется, смотрит всякие ролики на ютубчике с гонками на этих велосипедах. Знает кучу названий, там чего-то. Это прям ему, именно электрические велосипеды ему нравятся. Вот. А Олег, мы с ним разговаривали, он говорит, что я отрицательно отношусь к этой технике. Я тоже не очень. Я пробовал на мотоциклах, ездил еще в молодости. Ну, правда, на советских мотоциклах. Еще Урал, еще туда-сюда. Он как-то таким какой-то мощью как-то обладает. А даже все остальное какая-то непонятная хрень мне не понравилась. Мне лично не понравилось. Олег на простых велосипедах катается, а на этом нет. Бойко спрашивает, когда последний раз борщ готовили? Не очень давно, и в ближайшее время Оля планирует борщ приготовить, потому что мы последний раз в магазине, когда покупали шпинат вот этот, она же покупала, Оля, и свеклу, она же буряк. Короче, все для борща у нее есть, и она грозится, что в ближайшее время нам приготовит этот борщ. Она готовит по рецепту, который моя мама ей показала и снимала этот рецепт на ютубе. Если интересно, можете посмотреть. Вот. И можно заглянуть, как она готовится. Я не знаю, как его назвать, этот борщ. Ну, красный такой он. Немножко добавляет, чего она, уксуса добавляет, да, чтобы он такой кислинкой небольшой был. Вот. Так что можете на ютубе написать борщ Ольга Тим, я думаю, найдется. Вот. Эльвира, а где вы работаете? Оля, здесь мы работаем, во-первых. Во-вторых, Оля регрессолог. У нее постоянно есть клиенты, постоянно общение по этому поводу, там с коллегами, со всеми на свете. В общем, она в этом направлении очень много времени у нее проходит. В этой работе она очень много времени проводит. Вот. А я онлайн занимаюсь тоже продажами. Мое рабочее место вот сзади здесь. Сейчас поработаю. Вон ноутбук мой стоит. Пойду делом опять заниматься. Как-то так. Так. Здесь почитаю в ТикТоке. Играть что ли в туалете? Да, это такое баловство, развлечение в туалете играть. Здесь вообще гольф такой вид спорта, на самом деле он не демократичный, там такое дорогое оборудование в гольфе. Но здесь есть гольф-клубы, гольф-площадки, где можно прийти или в аренду взять технику, там вот эти клюшки, всю эту историю, тележку, на которой эти клюшки катаются, это будет дешевле стоить, чем покупать их. Потом очень много этих бэушных продается, этой гольф-всей вот этого оборудования. Я очень часто встречал в Гудвилле. И еще есть здесь аквапарк,
И при аквапарке есть такие мини-гольф, так называемые. То есть там такие, ну, больше это веселье, чем настоящему гольфу. Отношения, схожесть только в том, что есть лунки, клюшки и шарики. Шарики другие, не такие, как в настоящем гольфе. Клюшки другие, не как в настоящем гольфе. Площадки другие, они покрыты искусственным таким материалом, синтетическим. То есть больше отличий можно найти, чем... А схожесть только в том, что берешь клюшку, бьешь по мячу и загоняешь его в лунку. Все, вот такой гольф. И он такой, ну, здесь весело пришел, музыка играет, все моркает, сверкает. Много народу, много лунок, все ходят, болтают туда-сюда. Классная такая история, поэтому здесь такой гольф, ну, впервые мы его увидели не как какая-то, что-то такое непонятное в телевизоре или в исполнении Трампа, да. У него вся жизнь проходит между гольф-полем и Белым домом сейчас. Вот. В самолете еще надо, что-то он там выступает. А, как сказать, здесь это как-то, ну, гольф это такой спорт. Так же, как теннис, настольный теннис, ну, там, бадминтон, гольф. Нормально. Мадина просит, спойте песню нам для настроения. Есть настроение спеть песню? Времени нет. Настроение есть, времени нет, но не все еще это самое. Есть еще шанс. Мадина написала, так быстро позавтракали. Что-то, ну да, в принципе, это же не турецкие кахвалты, когда там садишься, там вот так вот стол накрывают на двоих. Тут куча варенья, мед, то, там всякие, то печеные, моченые, там все вот так вот, весь стол заставлен. Помните, мешок со шпинатом Оля проносила в ту сторону? Вот все, что намочила стульчик, все, что от него, что с ним стало, вот сейчас она показывала в сетке, или как это называется. Сейчас течет, она еще принесет его, да? Дуршлаг, наверное? Дуршлаг, да, дуршлаге. Вот. Так что мы как-то не очень прям сильно плотно кушаем, так вот, как есть. Елена, как не Подвинь открою... немножко продукты. Куда? На тебя, от меня. На тебя. Ой-ё, масло. Ты поел? Надо уже убирать? Нет, я сижу, читаю комментарии, поэтому... Еще не поел? Но у меня при этом чай закончился. Сейчас я чая налью. Так мало шпината, было так много. Да, так вот оно и есть. И кажется, если есть его в сыром виде, ухлестнешься, да, такой пакет съедать? Ну, рукколы же мы уже сколько... Мы на мой день рождения, 3 апреля, заходили в магазин. Купили рукколу. Сегодня какое число? 19. Еще у нас есть немножко рукколы. Самый малость, да. Почему на мой день рождения? Короче, мы пригласили моих подружек в ресторан. Они непунктуальные оказались. А рядом с этим рестораном такой классный магазин, просто все за 3 копейки. Мы зашли и полную телегу оттуда вывезли, пока девчонки мои на полчаса задерживались. Поэтому потом пошли в ресторане, посидели и с полным багажником еды поехали домой. Вот в этом магазине я покупала авокадо, 2 авокадо за $1. Помидоры за 79 центов. Но это то, что я сейчас цены вам называю, это за паунд. В одном паунде примерно полкилограмма. 79 центов помидоры, 44 цента. Почему 44? Почему 44? Потому что 2 за 88, что-то мне так запомнилось. Кинза, пучки кинзы здесь прям вот такие большие. Также стоил зеленый лук пучок, 44 цента. Тоже большой такой пучок, хороший. Что мы там еще купили? Лайм, 5 за $1 купили. Вот эту рукколу купили. Руккола, она стандартная цена. Большая упаковка рукколы. Что-то 9,99. Что мы еще купили, я уже не помню. Огурчики тоже 44 цента. Огурчики за 1 штучку 44 цента. Ну, такой большой огурчик. Здесь написали,
цены даже приемлемые. Здесь написали, как не открою, вы все время едите. Обеденный перерыв бывает? Иногда, да, иногда мы делаем перерыв, и тогда обедаем и тоже снимаем. Приходите к нам вечером еще. Но сегодня нет, а в другие дни мы еще и вечером. Видите, так он вам и говорит, сегодня нет, сегодня не приходите. Сегодня у нас банька с шашлычками, он не хочет вас с собой. А я говорю, я бы сняла, а чё это самое? Мне нормально. Там неизвестно, как со связью будет. Сейчас пообещаем, тут раз приехали тоже. А связи путем нету, и так, и сяк, проковырялись. Раз ходили в магазин тоже. Зашли в магазин, а приема в глубине почему-то нету. К кассам вышли, что мы будем показывать, что на кассах продают, как-то это самое. И Это самое. получилось скомканно. У меня, оказывается, помидоров нету на шпинат. Олежку сейчас отправлю, наверное. Он тебе не нужен? Машину не будете ремонтировать? Нет. Смотрите, что купила. Кто-то вот так на прямом эфире. Кстати, мне нравится, что мы на прямом эфире друг друга разными идеями, инсайтами одариваем. Мне это очень нравится. Кто-то из подписчиков напомнила мне, что приготовила по моему рецепту ореховый торт. Так понравилось. Он действительно волшебный, этот торт. И я помню, что на него нужна вареная сгущенка. А вареную сгущенку, может, и можно найти в Америке, но мы пока не знаем, где в американском магазине найти вареную сгущенку. Поэтому мы в интернациональном магазине вот такую Рогачев сгущенку купили. Вот. И буду когда-нибудь приготовлю ореховый торт и выйдем с ним на мукбанг. Так. Спрашивают здесь, не я, люди спрашивают, Георгий, в ближайшее время будет мукбанг с мантами? Ну, не планировала, но может и будет. Ну, зрители-то просят, понимаешь? А, зрители просят. Зрители, конечно. Это, Это же дело не так- просьба, это же вопрос был вроде. ну, просьба-вопрос-пожелание. Да. Да, Пожелание твое, а вопрос зрителя, вопрос зрителя. Спасибо, Георгий, вам большое за вопрос. Безбашенный, с праздником, дорогие братья, с Пасхой. Спасибо вас тоже. да? Спасибо вас тоже. Да, кстати, сейчас уже где-то, вот уже наступит, через 20 минут, и даже где-то уже наступила, наверное, Пасха. Безбашенный написал, вы отличная пара. Спасибо большое. большое. Алексей, что на стене в рамках? На стене в рамках там стоят кнопки золотая, серебряная, ютубовские. В рамках там разные грамоты детские, Олины грамоты с разных мест. Олина большая рамка с конкурса «Человек года» Сакрамента. Все там вот на полочке либо стоит, либо висит на эта полка над камином. Вот. Детям в школе периодически эти грамоты вручают там за успехи, так сказать, достижения и так далее. Так, Smart and Final нам что-нибудь надо? Олега сейчас отправлю за помидорами. Smart and Final? Так далеко? Да нет, вроде. Его не продадут. И не надо. Что-то Бога говорил. Ничего, Олег. Ладно. Че, помидоры, зелень и все? Помидоры, зелень давай. Да, список напиши. Здесь Лейли спрашивает, есть ли у вас трудности с английским языком или можно обойтись без него? В принципе, если вы сюда приедете без языка, вы пойдете на курсы английского языка. Бесплатные, как очень многие русскоговорящие и не только русскоговорящие, но и украинцы, казахи, афганцы, китайцы, кто только, короче, не занимается на этих курсах английского языка, бесплатно. Приходишь, просто говоришь «хочу» и посещаешь или онлайн, или офлайн, Если- либо ногами ходишь. Если вы будете учиться онлайн, вам выдадут Chromebook бесплатно, вам выдадут офлайн или онлайн, неважно, вот такие телефоны, пиксели, они с таким объемом памяти, что вот здесь, то, что нам в школе выдали, $1800 стоит.
Вам выдадут такие телефоны бесплатно, вам поставят в эти телефоны сим-карты и будут полностью безлимитную связь оплачивать еще. Да. Это уже я молчу про всякую канцелярию. Ты еще себе согрел? Да. Канцелярию, книги и так далее. Это тоже всем, этим тоже всем рабочие тетради школа обеспечивает. Да. Ну и, соответственно, учителями, учебными программами. Так что, если английский язык плохой, то вам помогут. При этом ограничение там лишь одно. Вам должно быть не меньше, чем 21 21, год. 21 год и старше. Нам немножко за 21, поэтому нас приняли Да. с удовольствием. Да. Чего смеешься, смеется? А так ходят и бабушки в платочках, и там афганцев, пакистанцев очень много. Индусы не ходят, индусы, у них это в Индии свой, как сказать, английский как второй язык, поэтому их там ни разу не встречал, а так очень много народу. Здесь еще написали «Hi, where is your country?» По-корейски написали. Hello. Как это по-корейски? Ну, смотри, шрифты. Сейчас прочитаем, как вас зовут. Рало. Мелко-то, пока прочитаешь. Лало или Лало или Рало? Ответишь «Where is your country?» We're from America. Вот. Оля тоже пришла, не очень хорошо знала английский, как она говорит, но вот теперь может элементарные вопросы запросто ответить. Я хреново знаю английский, я приехал, не очень хорошо знал. Я поехал. А? Список напиши, я тогда потихоньку Да. поеду. Мгм. Я хреново его знал, не очень хорошо еще выучил его, а Оля прям молодец, прям от зубов отлетает. Но нет предела совершенству, развивается, продвигается, так что... Алтынай написала, цены даже приемлемые, и спрашивает, до какого момента они оплачивают связь. Пока школу не закончишь. Да, пока вот тебя вот ты не закончишь ее, тебе всю эту связь, технику, все тебе дают, и ты с ней учишься. Потом они хромбуки забирают, телефонные аппараты оставляют. Если закончишь все полностью школу и получишь диплом, диплом high school, высшая школа, хочу сказать, как это? Диплом старшей школы. Старшая школа, да. Диплом старшей школы они выдают. Вот, и телефонные аппараты оставляют вам на память, а сим-карты забирают. Да, сим-карту забирают, ты можешь потом пойти и по договоренности эту сим-карту установить свою, с любого, и не любого оператора, на одного из оператора, короче. Так, вот Хотим я сейчас любого. открыла акции, какие здесь есть. Ну, 99 центов у нас эти чикен голени. Но мы купили по 79 центов, поэтому я Олегу сейчас их заказывать не буду. Мы купили в другом магазине по 79 центов. Это за полкилограмма. Так, 48 центов огурчик один. Примерно вот такой длины, такой толщины, такой длины. Довольно большой. Отдельные фасовки, которые, Да. или здесь как? 48 центов сейчас на этой Пленку неделе закрывают немножко. они? Нет, на этой неделе немножко подороже. Лакрой X 2,99, но тут банок мало, по-моему. Лакруа. 8 банок. Какой УА? Где ты видишь УА? Это французское название. Ты жуй, не отвлекайся. Плюешься. Дико извиняюсь. Что там еще хочешь? Так, ну сосиски невкусные по 79 центов. Лимит 4 штуки нам не надо. Тоже за паунд, это тоже за полкило 79 центов, они невкусные. 2-литровые всякие 7-Up, вот такие Sprite, 99 центов. Пиши. Что, тут Пепси нету? Пепси нету? Тут есть вот Фанта, Спрайт, Пепси нету. 99 центов. Так, что еще? Сейчас посмотрим. Так они 2,50 стоят. Здесь спрашивают, Георгий, а в Америке больше черных людей или светлых? Смотря в каком районе. Мы практически не видим темненьких. Все светленькие.
Ну, встречаются, но очень-очень редко. А есть районы, где прям их скопление очень большое. Очень высокая плотность, да. И по большому счету не зависит от дорогой район или бедный, просто они есть. Ну, наверное, все-таки в бедных районах больше, да, темненьких, потому что у них какая-то есть такая история, что они что-то решили, что государство им будет веками оплачивать их, так сказать, просто жизнь. И поэтому они просто большими семьями всегда живут, обычно очень много детей у них. Вот, сидят на государственных дотациях, на субсидиях. И, в общем, одно поколение вырастает и опять садится на такие же субсидии, как и их, так сказать, предки. И вот так из поколения в поколение они идут, и поэтому вот эти районы, поскольку люди не работают, а получают субсидии, этот район получает мало денег в свои бюджеты. Поэтому там сразу видно по дорогам, дороги сразу хуже. Сразу видно освещение на улицах не найти. Сразу видно полицейских очень мало, полицейским надо зарплату платить. Ой, я, наверное, его И в так Винко далее. все-таки перенаправлю. И Пусть так он там далее. напитки еще купит на сегодня. И так далее. И Кока-колу. Там Не не надо забыл. нам кока-колы никакой. Пепси-колу. Это Zero Sugar. Вот. Так что, ну, есть тут, да, районы, где их побольше. Хотя есть районы, где очень много азиатов. Алло. Я тут раз заехал в район, Олег. там было очень-очень много этих рестораны, магазины, просто какие-то надписи. Все на китайском языке. Я просто вижу шрифт, это китайский, прям очень много. И я заехал прям там буквально 3 дома. Я еду, гляжу, и возле домов тоже много именно азиатов. Там кто-то что-то возится, кто-то поливает, кто-то в машину садится. То есть там прям вот локально они вот именно китайцы живут. Есть магазины, которые китайские, там очень много китайских товаров. Мы вот ездим в корейские магазины, а еще есть китайские магазины. Прям очень много. Оказывается, есть еще супермаркеты Smile. Мы ни разу не были в супермаркете Smile. Но они там не дешевые, эти супермаркеты. Но в них тоже очень много корейских продуктов. Кирилл, ты раз помнишь, рассказывал, говорит, я в этот Smile захожу, там то-то-то. И, говорит, штуки 3 или 4 он знает, где находятся эти Смайлы. Так что здесь очень много всех. А на корейский фестиваль мы ездили в Сан-Франциско. Там были и темненькие, и корейцы, и не корейцы. Было очень много народу. Вот, очень классно. Единственное, было прохладновато. А так прям очень даже замечательно. Так, а что написать Олегу? Помидоры, кинза, кориандр? Кока-кола. Не надо. А, напитки. Напитки, Кока-кола. Пару упаковок. Георгий, а Олег ОГЕ сдавал в Америке или в России? Олег сдавал экзамены за 9 класс в России. Потом 10 класс он учился онлайн, а 11-12 он здесь в США сдавал. И получил аттестат об окончании старшей школы американский. И уже с этим аттестатом он поступил в колледж. Здесь, если ты во многие места пойдешь трудоустраиваться, не во все, но во многие, могут попросить у тебя аттестат об окончании старшей школы. Вот наша школа английского языка, в итоге она заканчивает свое обучение в выдаче этого аттестата об окончании старшей школы. По большому счету, там тебе не преподадут ни физику, ни химию. Математика там самая простейшая на уровне арифметики. Никаких там формул тебе не придадут, ни геометрию там в этой школе нету и так далее. Есть история, есть литература и английский язык, как говорится. Это все есть. А так школа... Все понимают, что взрослые люди, они, скорее всего, в какой-то степени уже это самое... как это называется, где-то учились. А учитывая то, что очень часто с высшим образованием приезжают из СНГ люди, поэтому очень доброжелательно ко всем относятся в этом смысле. Так что ОГЕ Олег сдавал за 9 класс, я не знаю, как он правильно называется, тот экзамен, который вот за 9 класс в России. Он сдал и уже с этим аттестатом
Его сюда, в школу приняли, и он учился. То, что нужно, сдал. Какие-то тут баллы какие-то есть, баллы. Баллы в течение года набираешь, не на вот этом, не на сдаче экзамена, а в течение года набираешь. И эти баллы тебе пишут, сколько-то баллов. И ты с этими баллами идешь, поступаешь в колледж. И все. Инфиниус пишет: здравствуйте. Здравствуйте, Инфиниус. Тата пишет: за сколько снимаете жилье? Мы специально с Олей посчитали. Мы живем в очень хорошем районе, можно сказать, максимальном по ценам на жилье. В нашем районе, вот здесь район считается самый лучший с точки зрения самой инфраструктуры и так далее, и так далее. И здесь считается, надо смотреть на уровень школ. У нас, например, младшая школа 8, средняя школа 8, тут все в пешей доступности. А старшая школа 10, вот рядом с нашим домом. Поэтому очень хороший район. И мы платим 2 500. И мы еще считали, в эту же сумму входит вода и мусор, и парковка входят в эту же сумму. Еще мы где-то $250 платим за газ и свет. И интернет мы платим еще. Да, в последнее время интернет очень дорого что-то стал выходить. Они дали акцию какую-то, что-то на год или не года на 2 дали акцию нам. По $50 мы платили. А сейчас по 100 с лишним берут. Очень. Интернет при этом очень плохой. Но они его хотя бы как чуть-чуть настроили. До этого был очень плохой интернет. Просто через пень-колоду работал. И мы только приехали, пытались как-то что-то через интернет прикинуть. Оля вот видео снимала, когда мы приехали, несколько выкладывала, это целая история. Это видео отправляешь на загрузку, и она грузится, и грузится, и грузится, и грузится. Это просто ужас какой-то. Вот, где-то 2 750 получается. Инфиниус, как дела в Калифорнии? Замечательно в Калифорнии, нормально все, вроде бы не жалуемся. Вчера кто-то говорил, что Трамп к нам приезжал, кто-то в новостях сказали. Мы телек не смотрим. У нас стоят вот только в этой комнате 2 телевизора, они все рабочие, но мы его вообще не смотрим. Нам, если что-то интересно посмотреть, телефончик откроешь, дети или ноутбуки. У детей в школе выдают ноутбуки детям. То есть просто вот он пришел в школу, ему выдают ноутбук. Школу закончил, ноутбук отдал обратно. Мы пришли учиться онлайн английскому языку, нам тоже выдали ноутбуки. И они стоят. Мой, Олин, у нас свои ноутбуки. Вот. То есть телек иногда включаем, что-нибудь на ютубе интересненькое нашли, там, чтобы посмотреть какое-нибудь кино, поглядеть. И на экран большой кидаешь и сидишь, смотришь. А новости не смотрим никакие, Инфиниус пишет: мужик, сколько смотрю твои стримы, ты реально добрый, адекватный, респект тебе. Спасибо большое. Спасибо, приятно услышать. Эльвира Абдулаева спрашивает: а кем вы работаете? Вот, видите. Оля вот сегодня поваром работает, а вообще у нее здесь должно быть написано регрессолог. Она еще помогает людям, так сказать, улучшить свою жизнь и прийти к своей мечте. На самом деле я поваром уже не работаю. Это так, для души. друзей, для семьи, для подписчиков. Вот. Когда я пришла и поняла, что мое предназначение, я хочу быть регрессологом, я хочу работать с людьми, я вижу их колоссальную трансформацию, я вижу, как они просто сразу после первой сессии уже в совершенно другом настроении, настрое находятся. Вот. Я поняла, что я хочу быть регрессологом. Поэтому я больше туда времени и сил вкладываю, а здесь вынуждена уже людям отказывать, но так как Бог меня одарил таким талантом, не могу я семью лишать прям совсем этого. Поэтому вот сегодня готовлю пигоди, видите, уже оделась, и сейчас буквально через полчасика буду уже лепить пигоди. Вот здесь спросили, Вандалина, стрим, кем они работают? На вас, которые им платят на кушать. Серьезно? Вы что ли платите? Что-то новенькое для меня. Ну-ка расскажите мне, где надо такие стримы проводить, чтобы вы мне платили. Да, в ТикТоке тем более. Вот. Так что, единственное,
можно понять, кем они работают. Оля сейчас, отвечая другому зрителю с Ютуба, ответила на ваш вопрос с ТикТока. Так, ты вот это все, а тут это Да, уже сидишь можешь и- убирать. Так, смотри, я написала помидоры, кинза, кориандр, напитки, пару упаковок кешью, арахисовая паста. Все? Вспоминай, что еще винка. Кока-кола. Кока-колу не надо, пишу, да? Кока-кола надо, пишу. Ну, Кока-колы. Кока-кола. А что ты будешь без Кока-колы? Без Кока-колы. Без Кока-колина? Да. Так, ну, наверное, все. Да. Этот я не хочу. Бекон я не хочу. Вы тоже не хотите. Это у нас еще есть там целая упаковка. Сыр с плесенью. Доел. Сыр с плесенью в Кориан Плаза поедешь сам. Так, пармезан, Колбаса, может, по акции. если по акции колбаса. Полская колбаса, да. Колбаса прикольная. Написано, что полская, при этом делается где-то здесь в Штатах. Ну, хорошо делают. Такая, знаете, колечком. Не палочкой, а колечком. Вот наш знакомый нам порекомендовал, и мы попробовали. Вкусно. Вот. Вандалина пишет: я нет, но все время смотрю, только кушаете. Интересно, просто как? Я работаю в ресторане, а вы? Вы молодец, работаете в ресторане, а мы работаем, а когда хотим покушать, то включаем камеру и сидим, вот общаемся с нашими зрителями, и вы нам написали. А вы видели тоже это самое? Многие люди работают в ресторане и ставят камеру и показывают, как они работают, рассказывают, какие Давай. блюда они готовят вкусные. Опля, что дать еще? Масло дать сливочное? Опять в коробочку засунуть. Ну да, там у тебя мусор уже лежит. А что-то я здесь хлеб не доел. Положим обратно. Так что работаем, другим делом занимаемся, а иногда, когда собираемся кушать, то садимся за стол, включаем камеры, потому что мы с вами Спонсоры общаемся в ТикТоке, переписываемся, ну, вы написали, а я вам отвечаю. А здесь у нас две камеры стоит, вторая камера, она нас снимает и показывает в Ютубе на другом канале. А здесь Анна Каренина написала: здравствуйте, дорогие Ольга и Алексей. Здравствуйте, Анна. Очень интересно, кто по гороскопу: Ольга, Алексей, Миша и Олежка. Давай, рассказывай, мама Оля, кто у нас кто по гороскопу? Я Овен, Алексей Рак, Миша у нас Тоже рак. Рак, а Олег Стрелец. Вот. А по годам? Вам, наверное, года тоже надо. Там же есть еще по годам отличия. Рассказываешь? Пойду посмотрю, там еще пазлы никакие не просят больше. Не просят вроде бы. Ой, нажал на экран. Нет, ничего больше не написали. О, а то бывает этот телефон сам в какой-то впадает в спячку. Вот. Вандалина пишет: видите, сами сказали, многие работают и показывают, а вы, кто работает, у вас время нету на камеру. Не обязательно же, как это самое, говорят, работать все время. Главное работать головой, поэтому... Надо мало работать и много зарабатывать. Да, такой тоже вариант. Как мой педагог говорит, я когда понял, что жизнь проходит просто мимо меня, кто, говорит, сказал, что надо 5 дней работать, а 2 дня отдыхать? А если я хочу, говорит, 2 дня работать, а 5 дней отдыхать? И в итоге, говорит, я себе сделал такой график, да, я плотненько прям с утра и до позднего вечера работаю 2 дня, а 5 дней, говорит, отдыхаю. Остается только позавидовать этому человеку. У нас чуть-чуть побольше времени. Тебе нужно больше места? Ты давай притесняйся, да, притесняйся. Так.
Вот, поэтому, да, надо стремиться и стараться вот к такому графику. Кинь туда тоже. Как-то так, короче. Так. Гульвира Джинибескова. Здравствуйте, на гражданство уже подали. Здравствуйте. Нет, это все очень долго. Те, кто живет в США, знают, что это процесс очень долгий и упорный, и чтобы хоть какие-то документы получить, этим всем надо заниматься. Мы пока не дозанимались, короче, еще. Анна Каренина. Да, а даты рождения можно просто день и месяц. Оля у нас 3 апреля родилась, я 27 июня. Миша 18 июля, а Олег 13 декабря. А что, подарки нам хотите подарить? Подарки, да, мы только за. Я вообще это самое. Когда сама я была в проработках, докапывались, знаете, до какой психотравмы моей в детстве. Маленькая была, лет 5, не больше. В общем, мой день рождения всегда отмечали 5 апреля, потому что у корейцев 5 апреля родительский день, готовилось много-много еды, утром там родители, братья, сестры все отпрашивались с работы, шли на кладбище, потом шли работать, а после работы приходили папины родственники, приходили к нам в гости отмечать мой день рождения, вот. И то, что мама покупала, там, конфеты, продукты, то, что они носили на кладбище, короче, с этими же продуктами потом, ну, она покупала больше и готовила больше, чтобы вечером еще накрыть стол и накормить гостей, потому что отмечали мой день рождения. Всегда приходили, каждый год к нам приходили папины родственники. А мамины родственники вот как-то немножко были подальше от нас. Мы с ними тоже хорошо общались, часто встречались, но вот как-то чуть-чуть подальше, и уже вот детские дни рождения так не отмечали, как среди папиных родственников, да. Вот. А тут, короче, мне было лет 5, и с утра после кладбища приехали мамины родственники домой к нам. И, значит, мама накрыла стол, конечно же, папиных родственников еще не было, они вечером подтянулись в тот день. Значит, мама накрыла стол, всех угощает, и я хожу, и просто, вот, будучи 5-летним ребенком, так переживаю, у меня же день рождения, почему они меня не поздравляют? Меня все 5 апреля поздравляют и дарят подарки. Они меня не поздравляют. И я ходила, переживала. Не выдержала. И сказала, вот так руки в боки поставила и сказала: вы знаете, что сегодня у меня день рождения? И вы знаете, что 3 апреля у меня день рождения, но все меня поздравляют 5 апреля, поэтому сегодня мне нужно дарить подарки. И тогда... Понятно, что он такая бойкая, вот с тех лет еще. И тогда мамин брат сказал: ой, Оленька, с днем рождения, прости, пожалуйста, достал кошелек и подарил мне там какую-то купюру. Вот она бойкая еще с тех пор, молодец. Вот это была моя психотравма, запомнившаяся мне. Вот я целый там, сколько, я не знаю точно по времени, 1-2 ходила, пока они там общались, смеялись, а я все внутри переживала и переваривала, и думаю, ну как же так, ну вроде как, вот, вроде как и неудобно, и вроде как и себя не хочется обделить и оставить без подарка. Себя любименькую. Понравилась история? Да, молодец. Присылайте лайки. Так, Шахида, расскажите, если не секрет, как вы познакомились с супругой? Мы в одной организации работали вместе, в Билайне, в разных отделах, вообще в разных офисах, на разных станциях метро. И у нас получалось, наш отдел с Олиным отделом постоянно, были рабочие взаимоотношения, потом наши начальники решили, давайте как-то более неформально сделаем, пытались, что-то мы встречались, общались. То есть мы по работе много по телефону разговаривали, а потом как-то я уже уволился потом, и потом мы уже больше Оля вспоминает, что мы уже, а как-то вот это по-другому сделано, нет?
Что это оттуда кусок вообще вставлен? Да. Так должно быть? Ну, там пластина две мешает, пластины я мешают, понял. да. Вот, так что это как-то вот так вот получилось. Мы вместе работали, а потом познакомились. Так, кто-нибудь что-нибудь со мной сегодня готовит? Или все отдыхают, я одна готовлю? Да, пока ты готовишь, поэтому люди пришли смотреть. Вот здесь тоже спрашивает же, снимите на камеру на ваших работах, где вы работаете. Ну, теоретически... Я не могу, у меня да, конфиденциальная информация. конфиденциальная информация. С разрешения клиентов я могу лишь в образах рассказать вам, ну, какие-то кейсы. Но пока я такого разрешения не спрашивала, ну, это, представляете, да, я просто... Моя профессия сравнима с психологом, только психологи работают вот так вот просто, как мы с вами общаемся, точно так же с вами психологи общаются, задавая какие-то вопросы, да, то я работаю, погружая человека в легкий транс и работаю на уровне подсознания, и мы там такие глубинные психотравмы достаем, трансформируем, прорабатываем их, что, ну, я не могу ничего снимать и показывать вам. Вот. А я связан с деньгами, тоже онлайн работа моя. Я бы тоже не хотел всем показывать, как я их там зарабатываю. Оп. Короче, пока мы можем показать, как мы вот вкусно кушаем и с вами разговариваем. Приходите. Да, я вам могу так истории какие-нибудь рассказать, которые на обучении сама слышала. Вот. Там. Ну, Какие-нибудь такие, не касающиеся конкретной личности, какие-нибудь истории могу рассказать. вот. Так что дальше Анна Каренина спрашивает, пишет, Ольга очень сильно похудела, огнище. Спасибо большое. Анна Кусакина, красавица и умница, по-русски как отлично разговаривает. Ташкент, город как интернациональный, да. Вот ее родители, соответственно, тоже ничуть не хуже разговаривают. Немножко может еще поддержать, как вы считаете? Да, давайте соберем информацию. Подержать еще тесто или уже пора? Визуально на что надо смотреть, чтобы понять, что оно пора? Она вот ты когда рукой делаешь, она такая немножко разрывается. Она, может, не должно разрываться? Не, это не в этом. Не в этом? Меня немножко крупинки этого смущают. Муки или чего это? Дрожжей? Дрожжей. То есть они не за это самое, еще не все. Не, нормально, они уже активировались. Но если честно, я ни хрена не вижу этих крупинков. Ну, если честно, смотри вон в чат тогда. Все окей. Так, Георгий спрашивает, планируете открыть свой бизнес? Конечно. Здесь страна так настроена, что здесь ты идешь на работу, это прям я вот уже Олегу и детям объяснял уже, идешь на работу, кем бы ты там не хотел бы стать, или же на какую работу ты устроился, иди туда и смотри, как эта работа вообще происходит, смотри, как что люди делают, чтобы зарабатывать деньги, чтобы нанимать других людей, чтобы работу эту совершать, как это все, товар, который вы делаете, продавать, вот этому всему учись, ну, начиная там с самого нижнего, так сказать, звена, где ты работаешь, и со временем потом прикидываешь, что ты пришел сюда, чтобы в будущем открыть такой же бизнес. Ты пришел учиться, научиться этому бизнесу. Вот. И здесь, собственно, так и бывает. Человек приходит, например, там, после школы плотником, поработал, плотницкие навыки свои отточил, его начинают уже самостоятельно приглашать на одиночные работы, он один идет, берет себе помощника, мало умеющего там работать, и так постепенно свою фирму, так сказать, сколачивает. У кого-то фирма там, как там, Смит и сыновья, у кого-то там большая, побольше компания, у кого-то огромная, кто-то на целый штат работает, кто-то там на несколько штатов работает, кто-то на всю страну, кто-то на международный уровень выходит. Все это сильно зависит еще от того, какой бизнес. Сами знаете, онлайн-бизнесы современные. Если сейчас посмотреть, очень много компаний, те, которые, тот же YouTube, например.
ну, TikTok плохой пример, потому что это китайский продукт, а YouTube вот американский, и все. Люди, кто его придумал, кто его сейчас поддерживает, те, кто принимают деньги за рекламу на YouTube, очень даже неплохо живут. И, собственно говоря, в свое время они же начинали не с того, что они сразу бабах, YouTube, и сразу деньги пошли. Они сперва начинали как-то чему-то научились, а потом постепенно перешли уже, там сказать, на следующий этап, на следующую ступеньку в своем развитии. Так что здесь экономика очень прям хорошо заточена под частный бизнес. Компанию открыть достаточно просто, не обязательно никаких ни помогаторов, хоть и английский язык там и так далее. Это все хорошо, да, все это знать, уметь, но не обязательно. Я не знаю английский, в принципе, с подсказками нашел, где что узнать, и открыл и бизнес этот свой онлайн тем, что я занимаюсь. Я думаю, что если захочешь что-то другое делать, то же самое можно научиться. Можно пойти с кем-то поработать, научиться, можно самому шишки понабивать, как вам удобнее, как вы, чего у вас больше, у вас времени больше, или денег больше, или здоровья больше, короче, все выбирайте, как говорится, по своему вкусу. Ирина, а чем именно зацепила вас Ольга после первой встречи? Ну, мы общались очень много по телефону, мы общались, у нас этот Билайн, сами понимаете, компания много... Да, Олег звонил. Мы не только продаем эту мобильную связь там и другую связь всяческую продавали, но и внутри компании очень много всяких телодвижений нужно совершить, чтобы предоставить клиенту услуги. Поэтому мы просто по работе очень много общались. И я ей говорил, что мне понравился твой голос. Это вот я давно ей говорил еще, когда мы работали еще в одной компании. А потом уже, просто уже когда общались, такая, как говорится, такая домашняя такая, домовитая, классная. Поэтому и понравилось. О, Георгий спрашивает, хотели бы посетить Лас-Вегас или туда переехать? Вы знаете, наши знакомые встречали Новый год года два назад, Новый год встречали в Лас-Вегасе. И они прям, вау, такой классный город, и цены там нас даже выгоднее, чем в Сакраменто, и туда-сюда, и все прям понравилось, и все хорошо, и все замечательно. Вот, все им прям очень даже. Сам город еще, опять же, вот эта вся эта сфера огромная, вся эта развлекуха, которая там в городе огромное количество. Все это прикольно. Вот. Единственное, говорит, все этот Лас-Вегас стоит посреди пустыни. Куда ни поедешь, едешь. Пустыня просто бесконечная. Вот. Честно говоря, хотелось бы как-то где-то и время проводить, потому что вот здесь мы живем в Сакраменто, у нас вокруг столько озер, горные реки есть прикольные, мы вот и гуляли, и купались, ездили в самую жару, горная река прохладная, такое течение, только вот так стоять можно в воде, вот так стоишь под наклоном, потому что иначе смывает, уносит. Дети там обычно с кругами, да, дети плавают. Нет, там с кругом вообще нереально. Ты только зашел с кругом, тебя понесло уже. Там еще рядом такие пороги есть, по этим порогам так и понесло. Это самое не страшно, потому что вот эта такая стремнина, она чуть дальше от берега, туда надо доплыть до нее еще. Здесь такого нету, но при этом такая вода такая освежающая, классная. Здесь столько мест интересных, куда можно поехать, именно природных мест. На снег мы в этом году первый раз поехали. Тебе понравилось на снегу в этом году? Мы наконец добрались. У нас здесь люди ездят на снег, а мы первый раз туда допилили до снега. Здесь, если там снег, значит там и дороги тоже заледененные, заснеженные. А резины здесь, в принципе, нету шипованной резины. Здесь есть демисезонная резина, которая, так называемая липучка. Ее многие одевают и катаются на ней, на этой демисезонной резине.
Или же, когда сильно ледяная дорога, то одевают цепи. Но это касается в первую очередь грузовых машин, потому что они по всей стране таскаются, и у них обязательно комплект цепей есть в наличии. Вот. И мы специально выжидали полдня примерно, чтобы весь ледок растаял, чтобы все... Но снег не успел растаять, там был очень большой слой, и мы поехали туда на снег, классное время провели, понравилось. И поэтому там снег, там океан, в принципе, у нас место хорошее. Да. Вот. А Лас-Вегас, ну, надо съездить тоже, посетить, посмотреть, прикольно даже, посмотреть, побывать. Может, на какое мероприятие. Мы чуть-чуть не поехали в прошлом летом, помнишь, мы прикидывали поехать на мой день рождения в Лас-Вегас на футбольный матч. То ли бразильцы, то ли аргентинцы играли в Лас-Вегасе, и мы прикидывали, тут было с какой-то разрывом 2 матча. Один был в Лос-Анджелесе матч, какая-то одна из этих команд играли, а через день-два был матч другой из этих команд, я не помню, бразильцы или аргентинцы играли в Лас-Вегасе. И вот типа на выбор, поезжай либо в Лас-Вегас, либо в Лос-Анджелес. И мы сперва хотели, но там получалось, что Олег занят был, работал, Оля занята была, не могла поехать. И только мы вдвоем поехать с Мишей могли, например. И мы сперва такие, да можно было, а потом говорю, давай поедем вместе. В другой раз соберемся и поедем. А так вот, прошлым летом на мой день рождения мои родные предлагали таким образом, так сказать, меня поздравить с днем рождения, отправить меня на футбольный матч. Но не собрался. Еще почему не поехал? Потому что я прикинул, Лас-Вегас, это же пустыня, жара, конец июня, уже очень жарко. А сидеть на стадионе, на таком солнцепеке, блин, я даже не представляю. Это вечером уже какой солнцепек. Вечером, да? Ну, конечно. Ну, все равно достаточно жарко. Ну, видите, как хорошо. Вроде как и не потратились, а потратиться там надо было знатно. Вот, вроде как и не потратились, и впечатления у человека остались. Да. Классно, да? Короче, разбередили душу и никуда не поехали. Потом обсуждали, давай в этот выходной день, чтобы все были свободны, на какой-то другой матч поедем, и что-то так и не собрались. А здесь проходил Кубок Америки, наверное, в прошлом году. Там, где аргентинцы победили. Или что было в прошлом году. Вот. Анна Каренина. Была ли ревность в ваших взаимоотношениях? У нас с мужем периодически такое практикуется, правда, мы всего 2 года вместе. Ну, не знаю, у нас вроде не было ревности. У тебя была ревность? Или как это? Я не ревную, но дом сожгу, да? Да. Так говорят у нас на селе. Вроде нет. Вроде мы не давали друг другу повод. 2 года вместе. Вы уже молодцы. 2 года это надо выдержать, потому что самые тяжелые первые годы взаимоотношений. Когда еще непонятно, вроде как еще и с той жизнью не попрощался, вроде как и из этой еще не сильно привык, можно выйти из этих отношений. Вот. И такой он самый год притираний, привыканий. Короче, да, всего вам доброго. Продолжайте, развивайте свою, так сказать, семейную жизнь, чтобы у вас все получилось. Чтобы вместе лет 50, не меньше прожить. Георгий написал, я 2 года назад в Лас-Вегасе был, на T-Mobile арене футбол смотрел. Вот. Извините, хоккей, а не футбол. Я знаю, что там вот футбол был в прошлом году. Про хоккей я не слышал, есть ли там хоккейная команда. У меня знакомый живет в Лос-Анджелесе и гоняет на хоккейные матчи тоже. Там в Лос-Анджелесе каких-то команд нету. И вот он сам из Татарстана. Я там не помню, какая она, у них там Акбарс, наверное. Какая там, где Акбарс, это, по-моему, это уфимская команда, не знаю. Короче, он любит хоккей и вот в Лос-Анджелес на хоккей гоняет, а мы его хотели на футбол съездить. Вот, Анна Каренина спрашивает, и вообще дайте совет, как сохранить такие теплые и доверительные отношения, как у вас на долгие годы. В чем секрет? Секрет, знаете, в чем? Секрет не иметь завышенных каких-то ожиданий,
Вот. И к партнеру относиться исключительно как к партнеру. Не входить в какие-либо там зависимые отношения. То есть, когда вы с партнером комфортно себя чувствуете, и без партнера вы тоже окей, то вот это вот идеальные отношения, и как бы и претензий вроде как друг к другу нет. Уважайте, да, друг друга, и главное, чтобы это было взаимно, чтобы и вы уважали, и вас уважали, и все тогда у вас будет хорошо. И Анна Каренина написала: спасибо огромное, мы уже в ожидании малышки. Ух ты, классно, поздравляем. Что ты поменял батарейку, а все блекло. Сами все весы, что-то экран потухает, да, что ли? Может, ты новые весы купил? А эти весы я тоже, кстати, в фоллинге брала. Все, отработали свое весы, уже это самое. Классно, да, мы завидуем вам. Это самое. У нас вон знакомые вторую малышку себе родили. Она там уже не пошла еще, нет? Пока только ползет. Слушайте, человек в 4,5 месяца пополз, представляете? Я вообще в шоке, что с детьми происходит. Ну да. 4,5 месяца, по идее, во сколько они ползут, дети? Я даже не знаю, не помню. После полугода, После то не все, ближе к году кто-то. Ну, к году некоторые и ходят, конечно. Ну да. Миша чуть-чуть младше года был, когда пошел, да? Да. Он на мой день рождения примерно пошел там за несколько недель до своего дня рождения. Как обычно, по заборчику. Но, как говорится, ребенок пошел, все, вам хана. Так Да. говорят. Потому что до этого он ползал, лежал на кроватке смирненько, а когда он пошел, все. Все, что лежит, до чего он может дотянуться в шкафах, на полочках, на тумбочках, все убирайте повыше, как можно выше. С 2015 что ли, говорят, года рождаются дети 6-го поколения, следующего поколения. И они сейчас такие вообще умные. Родитель говорит там 3-летнему ребенку: не бегай, пожалуйста, по лужам босиком. А ребенок отвечает: мама, а я именно так могу только познать мир. Мне это нужно для развития. Откуда ребенка в 3 года такие ответы в голове? Вот, так что, да, нынешнее поколение детей, как это, лучше нас, и слава богу. Так и должно быть, так и идем мы по этой спирали, развиваясь. Дай бог, чтобы так и продолжалось, чтобы не возвращались, не регрессировали, знаете, ни в каменный век обратно, ни в шкуры, в пещеры, при лучине. Как этот кто-то один сравнил, говорит, впереди, говорит, замаячило глобальное потепление, там туда-сюда, какие-то проблемы новые стали возникать. И некоторые люди решили, что а давай мы не пойдем вперед, давай мы пойдем назад и тем самым всего этого избежим. Почему они так решили, что у них это получится, непонятно. Вот. Анна Каренина пишет: вам еще не поздно за девочкой. Ой, нет, спасибо, уже хочу для себя пожить. Пожить для себя. Уже дети взрослые, ни за кем не надо бегать, сопли подтирать, выгуливать. Сами пошли погуляли, сами пришли. Сами себе разогрели, поели. Ну да. Удобно. Если что, младшему надо на тренировку, старший его посадил, отвез, дождался с тренировки, обратно привез. Так что Очень удобно. дожили так дождались этого момента. Вот, так что... Кто-то писал из зрителей, рубрика «Я что, зря рожала?» Да, я зря что рожал, да, действительно. Вот, так что пока мальчик и мальчик, у меня еще один в России мальчик есть, так что пока нам хватает, да? Ой, все тесто убежало. Так что пока что хватит. А вам, вы смотрите там, не останавливайтесь. Планируйте сами свое будущее, сколько хотите, сколько считаете нужным. Никому ничего не советуем, ни больше, ни меньше. Кто-то и одного тоже считает, что это слишком много. Это их право. Как говорится, все мы разные, и в этом и красота этого мира. То, что все мы разные, на этом отличие
наш мир и развивается. На этом отличии мы и идем вперед, как говорится. Ой. Так, Оля начала лепить, вернее, пока крутить шарики для Пигоди. А вы что делаете? Что-то ни в ТикТоке никто не пишет, что они делают, ни в этом, ни в Ютубчике. Все замерли в ожидании. Все замерли, что будет дальше. Что будет дальше? Да. Пока что только шарики. Потом шарики превратятся в лепешечки. Лепешечки превратятся в пирожочки и пойдут париться. Так, юзер спрашивает в ТикТок, можно спросить, сколько вам лет? 40. 52 будет скоро. Было недавно у меня. На Оле, да, недавно 40 исполнилось. Ирина спрашивает, а в России ваш сын чем занимается? Учится? Учится в институте. Успехов ему в этом нелегком труде. Как говорится, все мы проходили это. Но я, например, учился и жил в общежитии в студенческом. Это отдельная история. Оля училась и дома жила, да, и это своя история. Вот. У меня, например, был однокурсник Серега. Он дома был реже, чем у нас в общежитии. И он говорил, блин, как я вам завидую. А мы в этой общаге сидим и говорим, как мы Сереге завидуем. Почему-то у нас вот Серега к нам хотел, а нам нравилось, что он сам... Я в Воронеже учился, с Воронежа, что он может вот так сейчас там встал и там, поехал домой, позанимался в институте, поехал там дома поделал что-то там, гараж, дача, дела, там машина, то все. Нет, тогда еще был такой постсоветский союз, машина была не его, но, короче, было такое отношение. И Андрюха тоже у нас был, еще один воронежский парень, мы тоже смотрели на него и удивлялись. Как он, зачем ему в общежитие хочется ехать? Классно же домой поехал, там побыл туда-сюда. Прикольно. Анна Каренина. Да, я считаю, нам достаточно одного ребенка, а муж хочет еще сына. Нужно договориться. Договаривайтесь, да. Пускай, да. Он свои аргументы, вы свои. И вот, тык-тык, там раз, где-то на середине сойдетесь. Это самое. Кому, чтобы всем было хорошо от этой договоренности, как говорится. Дай Бог вам удачи в этом направлении. И вообще удачи. Иван Баумбах. Здравствуйте, привет, Скотт Хлоярве с Эстонии. С наступающим привет. праздником Пасхи. Спасибо. Спасибо. Вас тоже с наступающим праздником. Георгий написал, Лас-Вегас чем-то похож на Нью-Йорк. Интересно. В Нью-Йорке не были, в Лас-Вегасе не были. Мы и туда собираемся, но еще много куда собираемся на самом деле. Вот. Поэтому, как говорится, съездим, посмотрим, расскажем, покажем. Все впереди. Как говорят, в Одессе все спереди. Так что мы, как с одной стороны, не были, да, обидно, а с другой стороны, еще, как говорится, впереди есть шанс. Есть шанс поехать, что-то увидеть. Вот мы не были ни разу в Питере. Потом как-то собрались февралем, леденючей погодой, сели в машину и погнали, да? Угу. И приехали в самые холодные дни. По дороге было так холодно, блин. В Питере было так холодно, такой был ветер, зима, февраль. В Питере вообще делать нечего. Не ездите ни в коем случае в это время в Санкт-Петербург, если у кого-то есть возможность. Это какое-то очень холодное место. Нам не понравилось с точки зрения погоды. А так, конечно, стоило посмотреть. Собрались и вот посмотрели. А так, сейчас мы уже там были в Питере, уже в следующий раз, когда соберемся туда-сюда. А вот каких-то городов еще не посмотрели. Еще есть предвкушение такое, да, вот поедем, посмотрим, Лас-Вегас. А здесь куда ни ткни, здесь таких же городов много всяких интересных таких. Прям хочется везде побывать. Юзер написал, я из России, Омск, а где вы проживаете? А мы проживаем в Калифорнии, США. О, Лис Крам, вот это красота, удачной готовки. Спасибо большое. Так. Угу.
В общем, Георгий, мы съездим, посмотрим Лас-Вегас, расскажем. Будем знать уже, что Нью-Йорк на него похож. А вы тоже где-то, наверное, не зря сравниваете эти два города. Где-то здесь в США проживаете. Анна Каренина пишет. Кстати, и правда, с наступающей Пасхой вас. Куличи Спасибо. будете печь? У нас тоже. Пирог испеку Да, Оля обещала пирог нам с испечь. изюмом. С изюмом. Изюмительный пирог будет. Так. Ну, у меня есть маршмеллоу, Мгм. и, может быть, я растоплю его, сверху намазюкаю и скажу, что это кулич, вы и не узнаете. И не узнаем, думаешь, да? А ничего, что этот сверху кулич мажут просто взбитыми яйцами? Маршмеллоу слишком сложно. Ничего. Ничего? Ну все, хорошо. Так, спасибо тоже с наступающей Пасхой вас. Кстати, уже во многих местах, наверное, наступило. Сейчас 12:32 у нас. У них, значит, уже 10. есть, да, в этот... Казахстан точно Пасха наступила. Не знаю, насколько в Казахстане отмечают Пасху, честно сказать. Вот. Бешбарма акварят, наверное. На Пасху? Праздник же. Праздник же. Ну, просто, я тебе скажу по секрету, там это самое. Там другая религия, и там Пасхи нет. Ну и что? И что, все равно гуляют? Конечно. В Узбекистане отмечали этот? Да. Ну, молодцы. Тема Фоюка. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так. Ирина, Оля умница, никогда с пустыми руками в гости не ходит. Это да. Это есть такое. Ни сами не ходим, ни гостей не приглашаем, с пустыми руками не ждем, да. Как говорят, говорит, вы когда придете, говорит, к Кто нам нас в гости. смотрит, кто к нам в гости ходит, поняли, да, намек? Тонкий такой. Да. Когда, говорит, придете, говорит, к нам в гости, стучите в дверь ногами. А почему, говорит, ногами? Ну, у нас же руки будут заняты подарками. Поэтому, вот, как придете к нам в гости, стучите в дверь ногами. Мы вам откроем. О, юзер написал, в Омске, у нас сейчас 1:23 ночи, уже наступила Пасха. Да, наступило. Христос воскрес тогда. Христос воскрес. Мы раньше ходили вот эти, как они называются, крестный ход, по-моему, называется. Ну, мы чисто поржать ходили с друзьями. Бабули такие набожные, такие все. 9 27 же. Да, а тебя? 25 надо. Что, отбавлять? 2 шарика обратно или найдешь место? Посмотрим. Вертикально. Угу. Не жарить же это самое. Ладно, короче, Или вторую мантышницу задействовать. Вторую мантышницу сколько я помещу там? Сейчас скажу. 3 Раз, яруса. 2, 3 яруса. И на каждый ярус по 4 могу положить. Это что, 12 пигоди? может, свежий потом спечешь? Спаришь. Не хочется? Нету желания. Кто-то рычит 12 мало, да? на мустанге. Опять я не уложу. О, Алтыная написала светское государство в Казахстане. Значит, тоже отмечают. Да, хорошо, классно. Ладно, не буду, а то мне потом жалко мальчишек. Олежку, он потом мантышницу моет. Да. Или ты помоешь? Нет. Так. Светское государство в Казахстане. Прочитал. Ага. Анна Каренина. Ой, у нас в Питере наконец-то сегодня была жара. Плюс 25 градусов. Несколько дней назад был снегопад. Блин. Я тут в Москве тоже наблюдал. Все в снегу. Мои родители в Тамбовской области живут. Тоже, говорит, по ночам... матушка живет в Тамбовской области. И сестра. Тоже, говорит, ночью снег. Утром встаешь, вся каша под ногами, ой-ой-ой. И тоже, говорит, сейчас тепленькие дни такие пришли, прямо это самое. Тоже, но у нас жара намного дольше, у нас жара уже недели 2, наверное, такая теплая, жаркая погода стоит. Так что и вам тоже придет жара. У вас сейчас в Питере начались... белые ночи. У меня коллега был с Питера, он так рекламировал, говорит, такое классное время, когда белые ночи, это просто что-то с чем-то. Особенно запоминающимся была свадьба, на которой они пришли.
Они пришли вечером на свадьбу, ну, естественно, во второй половине дня. Началась свадьба, гуляли всю ночь. И когда расходились, на улице было так же светло, как перед началом этой свадьбы. И они просто вообще, говорит, не могли врубиться. Что сейчас, день, ночь, утро, вечер, что, где мы, как меня зовут. Короче, очень сильно. Единственное, что мы не посмотрели в Питере, это мосты вот эти разводные, да. Мы гуляли днем, мосты не разводились, вечером гулять у нас уже сил не оставалось. И вообще не знаю, зимой разводятся мосты, наверное, не разводятся. Какой смысл разводить, если все замерзло? Это был февраль 21 года мы ездили, по-моему, было очень холодно. Мы еще погуляли здесь в районе этого, как его называется, в районе Петропавловской крепости. А там такое место открытое. У нас потом полный карман, даже пуховиков снега было, короче. Мы пришли, доставали, вот телефон из кармана достаешь, а он весь в снегу в кармане лежал. Это прям какое-то было очень такое состояние очень холодное. Вот так. А Георгий пишет: о Пегоде вы где готовите? Мы готовим в мантышнице. А, ее не видно, пароварка. Это вот низ от пароварки. Оля с ней стояла еще одно время здесь в кадре была с этой мантышницей. Это пароварка многоярусная. Оля сейчас слепит эти пегодьки, выложит и на 40 минут парится потом. Ну, во сколько идем? Нам дали время, информацию? 6. О, а ты сейчас, тогда ты рано лепишь или что, или нормально? Нормально, окей. Вот, Шан Малик пишет: You are American, how are you? You family members. Что ты хочешь ответить нашему зрителю Шан Малик? We are from America. We are... Что там еще было написано? How are you, your family members? We are great. Our family members also great. Thank you. Вот. Добавлю от себя thank you. Дальше. Георгий, вы вечером друзьям пойдете? Ну да, сейчас уже вот через несколько часов мы пойдем. Сейчас пока это все постоит в таком виде, потом слепится, постоит. Потом в мантышнице. Потом в мантышнице все это пойдет на... Совсем маленько чуточек. Да, маловато. Потом пойдет на запарку и потом как сготовится. А я тогда не буду делать. Чем мы ее в яичницу пару раз сделаем? Ну, окей. И, короче, потом туда-сюда уже пойдем опять в гости. Обедать там будем, да? Вот так. Ирина спрашивает: скажите, сколько платите за аренду жилья и коммунальные услуги? У нас очень хороший район. Район от района очень сильно отличается арендная плата. Очень сильно отличается, какая квартира у вас. У нас, например, 2+2. Это означает 2 спальни, 2 санузла. У нас, и мы платим за квартплата за такую квартиру, плюс мусор, плюс что еще, вода, да, у нас еще включена, плюс парковка, мы платим 2500, плюс отдельно оплачиваем электричество, газ, который идет на нагрев горячей воды. И интернет еще оплачиваем, еще 250. Итого 2750. Но район у нас в нашем месте это максимально хороший район. Можно найти, наверное, еще какие-то более претензионные апарты. И там дома стоят дороже, да, но мы в апартаментах живем. Дома стоят подороже, где-то еще долларов, наверное, плюс 500, плюс 700, наверное, сверху пойдет уже, чтобы дом арендовать. Ну вот в нашем районе. Если другие районы, там все дешевле, можно эти апартаменты такого же формата снимать и за сколько, 1700 можно найти, наверное, да, примерно квартиры, такие тоже, двушки. Вот. И еще, наверное, если ты в даунтаун Сакраменто пойдешь квартиру снимать, то, может быть, еще дороже стоит. Но у нас нет знакомых, кто живет в даунтаун Сакраменто. В даунтаун Сакраменто, центр Сакраменто, имеет смысл жить
если ты там же и работаешь. Если ты там не работаешь, то это совершенно бесполезное дело. Ты будешь просто высокий ценник платить, каждый раз бегать, искать, где свою машину запарковать. Это я минусы называю. А плюсы, ну, то, что ты в центре города. Опять же, в минусы там много хомлесов. У нас, например, этих бомжей гоняют, а там бездомные имеют право свои палатки ставить, сидеть где хотят, делать, что хотят, ну, устраивать такой бардак свой. Вот, полиция их периодически передвигает с места на место, это место замывают с пожарной машины, но, в общем-то, выгонять она их не имеет права. Никто не имеет права их выгнать здесь. А у нас уже тут не разойдешься, у нас уже вся земля здесь в чьих-то частных владениях, он уже встать или там поставить свою палатку не имеет права, его сразу же собственник попросит покинуть территорию. Поэтому даунтаун Сакраменто, ну, ты можешь гулять потом по центру, там. Мы там туда вот выезжаем, гуляем иногда. Олд Сакраменто, центр Сакраменто тоже. Красивенько там, интересненько, ну да. А так, чтобы там постоянно жить, не знаю. Ты бы хотела жить в даунтаун Сакраменто? Нет? Я тоже не знаю, чего там такого интересного. В Сан-Фране вот еще может быть, ну и то опять же, смотря где, да, потому что вот на острове, о самом этом Сан-Франциско, где находится, вот туда ближе к океану было бы прикольно жить, да, вот туда, вот, может, к зоопарку, вот сюда, вот в эту сторону. Помнишь, где зоопарк примерно находится? Но с другой стороны, там, где океан, там, значит, ветер, там влажность, там все ржавеет и в доме, и снаружи, и поэтому свой минус появляется. Вот. А чем более центральная часть города, тем проблема всегда с парковками. Это прям железно будет проблема с парковками. А Америка это все-таки страна больше этих автолюбителей, чем пешеходов. Хотя в больших городах все говорят, что машина не нужна. Общественный транспорт везде везет. У нас на общественном транспорте хрен куда выйдешь вообще. У нас можно уехать, но потеряешь полдня в одну сторону доедешь, а потом еще полдня обратно возвращаться. И скажешь, зачем я это поехал, если я бы поехал на машине, я бы за час туда-обратно съездил и вернулся. Асель пишет, наверное, в Америке так, как флаг висит. Да, совершенно верно. В Америке Калифорния. Так, что здесь пишут еще? Так, Игорь Захаров, а при встрече с афроамериканцами вы на одно колено встаете, выражая сочувствие за их рабское прошлое? Конечно, это же обязательно. Как же без этого? Иначе вас просто не пропустят. Анна Каренина, очень личный вопрос, если не секрет. Как вы накопили на квартиру в Подмосковье, когда еще жили там? Это прям очень было тяжело, это прям было... Но у нас было подспорье, потому что мы продали однушку и добавляли, чтобы купить двушку. При этом мы покупали двушку, хороший район у нас был, прям школа в нашем дворе, фактически детский садик, куча магазинов, железнодорожная станция в Подмосковье, прям недалеко была у нас. И она была, вот это, знаете, есть форма собственности, как она называется, долевая собственность. Из-за этого цена чуть пониже была, чем если покупать даже хуже квартиры рядом, меньшей площади. Были дороже стоили, чем мы купили. Но все равно мы, благодаря Олиным родственникам, просто попросили, дайте денежка взаймы на квартиру. И очень многие откликнулись, спасибо им за это большое. И Олины родители, и Олин брат нам дал большую сумму. Вот. У нас своих денег не хватало, но потом мы заработали, рассчитались. Мы, получается, взяли кредит только у родственников своих. Вот. Ну и тоже мы до этого, Оля молодец, что она свою квартиру почти сама полностью купила, да? Ты же братом рассчитывалась. Не, ну там мама продала в Ташкенте квартиру, и вот эта сумма перекрыла большую часть вот однушки, которая была. Да, Олину квартиру продала, и на эти деньги Оля покупала однушку, правильно же? Потом мы ее, я совсем немного вместе с тобой выплачивал. Ой, а это самое. Да проще, наверное, рассказать, как мы накопили на квартиру в Турции. Потому что вот тут, да, действительно были накопления, чисто наши накопления. Просто в какой-то момент Алексей сказал, что нельзя хранить деньги в рублях,
давай, говорит, хранить деньги в валюте. Да. Что мы, собственно, и сделали, от чего очень сильно выиграли. Вот, и потом мы не доверяем никаким вообще банкам, поэтому мы купили сейф и хранили деньги в сейфе. Просто дома в сейфе хранили, а потом, когда поехали в Турцию, оказалось, что нам этих денег хватает на квартиру. Мы вообще даже были удивлены. Единственное, не в тех вот местах популярных у российских туристов: Алания, Анталия или Стамбул, а Мерсин, но сейчас там очень много русскоязычных, очень-очень много. Мы даже в школу детей какое-то время вводили, там из Казахстана люди учились, и из России очень много людей, из Украины, по-моему, тоже были, да, по-моему, дети. Не помню. Ну, соседи у нас были из Украины в нашем доме, в нашем корпусе. Они не да. учили ребенка? Не учили, но жили в нашем корпусе буквально. А так тоже со всех сторон из Германии там люди. Ну, Германия тоже, знаете, там очень много турков, кто живет в Германии. Помнишь, там кто-то потом знакомил, какая-то женщина пришла, рассказывала, что она турчанка, но живет и работает в Германии. Мгм. А тут она приехала что-то к родственникам или как-то там, короче. Да. Потом с сербами мы также знакомились. Они приехали, сербы, купить себе квартиру в Турции. Говорит, мы, говорит, у себя квартиру купить не можем, у нас денег не хватает. А в Турции, говорит, мы поднакопили и вот сейчас, говорит, хотим купить. И они потом рядом с нами в соседнем этом строящемся комплексе купили. И мы Чё, я уехали. сербов не помню. А эти Елена, а у мужа такое имя такое интересное, типа Святозар, как-то вот какой-то. Ага. Они так интересно разговаривали, смесь русского, английского, и между собой еще по-сербски разговаривали. А сербский язык такой интересный тоже у них. Это, знаете, как история, как там, слово о полку Игореве как будто открыл, знаешь, там у них такие слова, там дюжий, там что-то еще, такие вот, что сейчас уже в русском языке не используется, а у них это все вот нормальные слова. Они пытались нам объяснить значение слова дюжий, а потом говорю, ну мы в принципе понимаем, что это. А, ну хорошо, вот типа это. Они, ну, у них говорят, у нас это нормальное слово совершенно. Потом у них очень много слов, похожих на украинский язык, у них очень много дякую, у них тоже точно есть там и так далее. Так что там тоже сейчас вот это место Мерсин тоже стало такое популярное, скажем так. Так что вот там мы... И там, кстати, квартира стоила дешевле, чем в Подмосковье. Если честно сказать. Но очень рекомендую и вам тоже, живя в Питере, деньги хранить именно в валюте. Доллары ли или евро, не имеет значения. Так, Ирина, правда, что в Америке больше мужчин, чем женщин? И как вам американки визуально выглядят? Больше мужчин, чем женщин? Мне кажется, нет, по-моему, одинаково. Я тоже такого не заметила. Нигде такого отличия не вижу, ни в каком месте. А выглядят они хорошо. Им абсолютно все равно, кто что там Ну да. мимо проходящие подумают и скажут. И им все равно, и они также не обращают внимания на других людей. Хоть в пижаме и с нерасчесанной Да, головой да. в магазин выйди. Да, просто в пижаме это вот нормальное явление. В халате каком-нибудь рвануть, это вот прям такое нормальное явление. Но единственное, что халат не на голое тело одевают, а на этот самый, на пижаму сверху. И поперли. Несколько раз встречал людей, особенно в кофейнях, знаете. Подъезжает этот кроссовер какой-нибудь там, и женщина в халате с пижамой, со своим этим бокалом кофейным таким высоким вот этим тамблером пришла. Кофе заказала, ей сделали, сюда налили, она и пошла опять и угнала. А машина 300 тысяч долларов стоит, я посмотрел, это был этот кроссовер Бентли. Так Здесь за эти деньги квартиру можно, Так дом делают можно только купить. русские. Не знаю. Американцам все равно, кто на чем ездит. Ну, в принципе, да, здесь никто не запаривается по транспорту. Кстати, американцы, вот именно американцы, очень часто покупают именно американские машины, Форды, Линкольны, они прям с удовольствием покупают. А уже вот кто приехал из других стран, они очень часто идут за японскими машинами, потому что они как-то более признаны, что они там более долговечные, более крепкие. Ну, а современная молодежь уже идет за Теслой. Тесла им нравится, только дай. Хотя там едешь как в этом, как в тазу, да, там все пластмассовенькое, жесткенькая машина достаточно. Я вот, кстати, ездил пару раз как такси, я ездил на Тесле, ничего особенного абсолютно. Но у нас знакомые прям вау, как только появились деньги,
так сразу рванули себе Теслу покупать. Ну, захотели, почему бы это самое? Почему бы и да, с другой стороны. Живут как хотят. А это самое. И еще, знаете что, когда я сюда приехал, первое время я так негодовал на этого, на Михаила Задорнова, который постоянно рассказывал. Американцы тупые, постоянно рассказывал. У него его номера были на этом построены. И то, что американки и американцы страшные, толстые, он всегда рассказывал, и то, что американцы тупые. Потом смотришь, ни хрена не тупые, ни хрена не толстые. Очень часто дедушка такие спортивного такого телосложения. И ребята тоже вылезают такой из пикапа. Видно, что работяга весь какой-то в краске или в мазуте какой-то. Там качок такой вылез, пошел там покушать, купил себе и поехал. Смотришь, думаешь, в каком месте они тупые, где Задорнов, по каким этим Макдональдсам он ходил, где он этих толстых американцев увидал, не знаю. И эти американки тоже не все поголовно в пижамах ходят. Многие одеваются, там каблуки какие-то одевают, ходят. Но каблуки, кстати, здесь самое редкое, очень редко встречаешь. Обычно то, что вот удобно, кроссовки, тапки и вперед. Но очень прилично выглядят. А как я понимаю, они гоняют за... Здесь тоже очень много этих сурджери, пластической хирургии можно найти. Но они гоняют в Мексику. Они едут в Мексику, делают себе там все, что нужно подтянуть. Очень недорого. Стоматология там недорогая. Ехать фигня здесь от Калифорнии. Можно просто на машину и уехал. И завтра уже гуляешь по Мексике. Наверное, купаться не получится, но в Мексике окажешься. И потом обратно. Так что... Все, что вам рассказывали раньше про американцев, забудьте, это все 90% неправда. Клосс. Оля, вы прям похудели. Вот. Спасибо. Игорь Захаров. А если вы перед американцами на оба колена встали и сказали, в России все плохо, вам бы все бесплатно дали? Да, конечно. Здесь, если ты хочешь, чтобы бесплатно тебе дали, ничего не надо, просто иди и возьми, если продуктов касается. Кому надо, вот кому требуется, просто когда приехали, нам было очень большим подспорьем, мы ходили на фудбанки очень часто, мы ходили как волонтеры, мы ходили как рядом с домом с нашим были фудбанки. Просто приходишь, очередь из машин, становишься в хвост, не спеша проезжаете, тебе кладут продукты в машину, и ты едешь, тебе ничего не требуется. Просто хочешь кушать, бери. У нас и иди. знакомый рассказывал, что увидел, говорит, человека без места жительства. И мне так захотелось его накормить, говорит, а у меня, говорит, была в руках целая пицца. Пицца и такие... Протеиновый напиток. Протеиновый напиток такой в коробочке, да. Предложил, говорит, значит, этому человеку покушать, а он говорит, я пиццу не ем. Я пиццу не ем и протеиновый напиток не пью. Дай денег, я пойду куплю то, что я хочу, короче. Так что тут хомлесом еще хрен это самое угодишь. Так, здесь спросили, а в России квартиру продали? Да, продали. Да. Все. Уже единственное, что мы прикалывались, мы ее покупали в долларах за такие деньги, что мы могли здесь в это же время в Калифорнии могли дом купить. А мы купили двухкомнатную квартиру в Подмосковье. Вот. Но мы тогда не знали, что это реально. Честно говоря, для нас это было просто удивительно. Было удивительно, когда мы позже пересчитали и узнали, какие ценники здесь были в этот период. У нас знакомые покупали здесь дома как раз за те же деньги. Здесь написали, что Оля похудела от стресса. Ты от стресса похудела? Вот. Да. Анна Каренина. Вы большие молодцы. Спасибо вам большое за совет. На самом деле восхищение вашей парой. Очень хочу, чтобы мы и так сообща с мужем достигали своих целей. Правильно, да. Надо быть одной командой. Вот дети родятся, подрастут, тоже их записывайте в одну команду и одной командой грести лучше. Так что все у вас получится. Удачи. Про Олю можно еще сказать, что в Америке голодает. А, еще голодает в Америке из-за этого тоже, да. Видели, какие Оля пиготики лепят? Прям очень классные получаются. А какие вкусные, просто не передать. Вот. Так, Георгий, стрим сегодня долгий будет? Ну, не знаю, пока вот вопросы задаете, мы с вами. Как это самое, вопросы не будут, мы тогда отключимся, собственно. Что просто так
в этот электроэнергию жечь, да? А так пока что поболтаем. Игорь. Я не сторонник экономии электроэнергии, я сторонник экономии собственной энергии. Вот. Так. Это все прошлый век, прошлые совдеповские установки, что надо экономить. А вот здесь еще это, Игорь Захаров пишет, здесь ну, просто он тут с бородой какой-то нарисован, вероятно, все знает. Анна, если вы хотите, то вы так же, как и эти клоуны, будете фантазировать на камеру, живя в кредитах. Он что-то знает про наши какие-то кредиты. Откуда он взял, что у нас куча кредитов. Вы будете удивлены, мы пока не купили себе дом, поэтому кредитов у нас нет, 0. Так, Георгий, почему решили переехать именно в Сакраменто? У нас знакомый здесь жил, пригласил именно сюда. И мы, когда ехали, получилось, что смогли, он нам подсказал, как можно арендовать жилье, учитывая то, что мы ехали, у нас 0 американских документов, а здесь все-таки требуется при заселении в том числе, требуется показать документы, доходы свои чем-то подтвердить. И мы, когда приехали, поговорили в старом комплексе, не в этом, где сейчас живем, в предыдущем квартире, пришли, поговорили, что им, какие документы показать, показали. У нас примерно были усы, лапы, хвост, как у Матроскина, вот, плюс-минус. Вот, показали, и в документах нас хватило. И мы, собственно, были безумно рады, что мы ночевали в отеле одну ночь в Сакраменто. Мы приехали, переночевали, утром пошли в офис насчет аренды, и вечером мы уже в 6 вечера где-то мы заехали в свои апарты. В арендованные апарты мы заехали. У нас знакомые несколько месяцев жили в отеле, другие что-то еще дольше там жили, да, кто-то рассказывал, что-то 2 или 3 месяца жили в отеле, как-то у них вот там затягивало. Кто-то арендовал, я знаю, кто-то комнаты в домах арендовали, жили первое время. Ну, на мой взгляд, с семьей надо жить отдельно, в квартире, ну, в апартаментах. Вполне хороший вариант, потому что сам себе хозяин, и апартаменты закрыл, уехал по своим делам, поехал, что хочешь поделал, что надо там, на озеро или поехал, в Лас-Вегас, или в Нью-Йорк, или в Лос-Анджелес, или на океан, и все, замечательно съездил, и это самое. По дела свои поделал, обратно вернулся, и своими делами дальше, так сказать, занимаешься. Так, что здесь пишут? Так, Анна пишет, Игорь Захаров, мне не интересно ваше мнение. Ну, с одной стороны, у всех должно быть какое-то свое мнение. Пускай человек своим мнением, как говорится, живет, ему это так проще, так легче, так ему понятнее, так он себе объясняет этот мир. Каждый человек живет так, как он себе нафантазировал, как он себе принял решение, что ему так нравится. Вот. Дай Бог вам всем здоровья и успехов в этом направлении. Так, Георгий пишет, а в Америке дети, как и в России, с 14 лет получают паспорта? За паспорта, честно говоря, вообще не скажу. Здесь паспорта у людей есть, но многие даже не смогут вам объяснить, для чего они нужны. Потому что здесь с паспортом можно только уехать за границу. И то у них какой-то travel паспорт для заграницы. Нет, travel паспорт за границу, это если у тебя еще нет гражданства, то у тебя travel паспорт. А если гражданство уже, то у тебя нет travel паспорта. У тебя там просто паспорт синий, вот этот американский. Внутри внешне очень так же похоже. Я работал на доставке, и мне как-то вместо прав, обычно права предъявляют, а здесь предъявили паспорт, он очень похож на российский паспорт. Отличается минимально. Единственное, красота. Единственное, что российский бордовый, а американский синий. И тоже какой-то герб нарисован на обложке. Вот. А так здесь... С какого возраста ID получают? Вообще можно ID с любого возраста получить, мне кажется, да? Мне кажется, Мише можно пойти Real ID получить. Real ID это типа прав, только она не дает права водить машину, а это просто документ, которым можно
полететь на самолете, например. Или куда еще Real ID могут понадобиться? В принципе, больше никуда, да? Ну вот Real ID это просто это как вот корочка а-ля права, в нем то же самое нарисовано, единственное, там сзади не указано никакие категории, которые и штрих-код там не даст считать никакие категории, как водителю, этому человеку. И, естественно, никому до 21 года не продадут алкоголь. Это прям, упаси бог. Здесь сигареты, алкоголь, некоторые виды лекарств, то, что свободные продажи не продадут до 21 года, даже близко. На пушечный выстрел не подпустят. Проверяют обязательно. Даже у Алексея? Даже у меня проверяют, да. Предоставьте, посмотрят, и все, вперед. Вот, поэтому, а права можно получить, уже водить можно машину с 14 или с 15 лет? 15. С 15 лет, наверное, да. Вот, единственное, что там они даже выглядят по-другому, они такие вертикальные, все расположено вертикально на тех правах до 21 года. И человек, получив эти права, может водить машину только в присутствии в машине, чтобы сидел человек с калифорнийскими правами рядом с тобой, тогда он может сесть и поехать. То есть, иначе, по-другому, один он кататься не имеет права. Но достигнув 18 лет, уже это право появляется. 18 или 19? 18, по-моему. 18 лет, по-моему. Когда достигает, то может садиться и ехать. А чтобы в 15 лет получить права, то он должен обязательно пройти автошколу. Ну, местный аналог автошколы. И тогда он может пойти и сдать эти права, теорию, а потом практику. Это, в общем, с 18 лет уже не требуется никаких автошкол, нужно просто выучить теорию, прийти ответить. Там два раздела, один дорожная ситуация, другой раздел это знаки, а потом пойти прокатиться по району. Ну, прокатиться по району здесь вообще так просто, блин. Здесь есть какой-то DMV, этот аналог ГАИ, или МРЭО, наверное, МРЭО российского. И там они мозг выносят за все. Там человек только 3 машины пригонял, чтобы проехать на машине. Им то машина не такая, то год не такой, то стекло, скол на стекле. В общем, ему там весь мозг высосали, прежде чем он пошел, сдал эти права. Притом, это вождение. При этом, я не знаю, зачем он топерся 3 раза, потому что здесь никто тебя не привязывает ни к району, ни к городу. Можешь вообще поехать вот в соседний город и пойти сдать свое вождение. Теорию в одном месте, вождение в другом. Вообще тебе ничего никто не скажет. Вообще без проблем. Олежка у нас вообще легко пошел с первого раза. Олег и теорию, молодец. и практику Да, все сдал. да. Никто не будет заваливать. Я помню, когда я в России на права отучилась, нам что там, пазлы? Не, на всякий случай, да. Нам инструктор сказал: девчонки, хотите точно сдать, несите 300 баксов. Все, вы, говорит, сдадите 100%. А так, говорит, найдут к чему придраться и будете, говорит, нет, в конечном итоге сдадите, но будете долго и упорно, говорит, приезжать и пытаться сдавать, говорит. И мы так с подружкой учились, мы так подумали, да нафиг нам это надо, зима, блин, холодно, стоять там на морозе, ждать вот это вот очереди, и еще и потом несколько раз приезжать, чтобы все-таки сдать. Мы, короче, отдали $300 и нормально сдали тоже с первого раза, потому что заплатили $300. А здесь Олег сел, проехался. Вождение вообще легко здесь сдать, вообще никаких проблем нету. Теорию посложнее, потому что там достаточно большой, но опять меньше, чем российский, раз в 10, наверное, объем вот информации для теоретического экзамена. Прям. Я первый раз вообще на шару пошел, и несколько вопросов не смог ответить, мне не хватило там теорию досдать. Но я тут же пошел, взял эту книжку, у них лежит книжка с правилами, сел, прочитал их на русском языке, издавал на русском языке. Прочитал всю книжку от начала до конца, несколько раз повторил запомнившиеся мне вопросы там про алкоголь, где его можно хранить, где его можно возить, есть ограничения там по возрасту в этом направлении. Все это пошел, почитал, пришел через 5 минут, можно сдать, да, пожалуйста, зашел, сдал и все. И назначили, сказали, иди записывайся на вождение, там сам записываешься на удобную тебе дату и все, вперед. Вот. Анна Каренина, очень красивый пигоди, Ольга. Все хочу по вашему рецепту попробовать сделать, пока руки не доходят.
Только кукси однажды сделала, очень вкусно получилось. Вы герой, потому что кукси это прям... Это очень долгие процедура приготовления, а Олина знакомая в Лазаревском называла кукси блюдо под названием «Умри, сволочь», она называла. Потому что она на свою голову предложила: Оля, давай, говорит, тебе помогу приготовить. Он говорит, ну давай. И они стали вдвоем с Олей готовить это кукси. А мы были на отдыхе, общая кухня, ножи маленькие, тупые. Короче, намучились там. И она в какой-то момент, я там что-то делал, я занимался, я видео монтировал, то все. И она говорит, меня Оля, говорит, припахала, говорит, хотя она сама попросилась. Вот. Ну так она без зла. Она такая компанейская тетя, молодец. Говорит, припахала готовить блюдо под названием «Умри, сволочь». Ну, в общем, они очень, ну, как обычно, кукси долго готовили. Так, а, Георгий, в Америке запрещены электронные сигареты? По-моему, нет. По-моему, нет. Здесь единственное, что тут какие-то есть ограничения. Я знаю, что здесь вот эти стики к айкосам почему-то тяжело купить. И то их постоянно продают в русских группах, эти айкосы. Я не знаю, в чем отличие, но тут какие-то электронные сигареты продаются. Ну, вероятно, это какие-то другие электронные сигареты. Я даже не знаю. Как они еще по-другому название этих электронных сигарет. Но, во всяком случае, на заправке приходишь, сигареты куча стоит, и вот какие-то к этим электронным сигаретам какие-то там вот эти вставки, или что это называют, или они одноразовые электронные сигареты, такие вот, знаете, почти квадратики с трубочкой. Вот он докурил до конца и выкинул ее. По-моему, у нас вот сосед курит здесь, Колян. Вот, и это самое. Постоянно ходит, покупает их. Я не знаю, честно говоря, чего они, как они. Я курил 2 пачки в день, простые сигареты, но бросил в 2006 году. Олег пришел. О, домовитый. О, Олежка молодец. Забегай. Это все или еще? Все. Ага. Прикрыть дверь, чтобы... Продуктов. Ой, Продуктов чуть не принес. уронила зрителей. Короче, мне кажется, может быть, какие-то есть запреты на что-то, но вот, в общем-то, кто курит электронные сигареты, находят, где курить их. Так, здесь написали «Здравствуйте, узбекистанцы». Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Юзер написал: здравствуйте, я вас каждый день смотрю, все ваши старые ролики по 100 раз пересматриваю. Спасибо, Спасибо большое. Это зритель с ТикТока пишет, понимаете? Классно. А про ролики с Ютуба она пишет. Спасибо большое. Классно. Людмила Давидович, Ольга такая молодец, ну такие красивые, погоденькие, съела бы штук 5 с удовольствием. Приезжайте в гости. Приезжайте в гости, да, мы только за. Анна Каренина, Людмила, и не говорите, я бы все их съела. Прям захотелось еще аккуратненькие такие. Ну да, они красивенькие. А Шан Малик, который по-английски писал, прислал сердечко такое из ручек сделанное. Спасибо Так большое. что, как ты умеешь делать, тоже можешь отправить. Это самое. Да. А делаю я эти пигоди для наших подписчиков. Так что все возможно. Если кто-то недалеко от Сакрамента, пишите, давайте знакомиться, давайте вместе проводить время за вкусными, классными столами. Людмила Давидович написала: в гости к вам из Израиля. Приглашаем, да, приезжайте. Приезжайте. Тони Монтана, Ольга так похудела. Да. Так. Шан Малик пишет: keep smile. Thank you so much. Thank you. Так, здесь спрашивают: Ольга, а это пигоди готовите? Столько начинки? О да, я люблю сама начинку. Поэтому всегда и для клиентов, и для... Ну, всегда я, в принципе, готовлю только с большим количеством начинки. Чтобы вот тесто было тоненькое, начинки было много. И здесь написали: это я, Валерия из Ташкента. Валерия, Землячка. приветик, приветик. Привет, привет вам. Так, пока никто больше ничего не писал. Все завороженно Смотрят, как ты лепишь пиготики, да? Да. Да. А, вот здесь юзер пишет: на ютубе ролик про Сями 150 раз пересмотрела, потому что сама люблю Сями. Классно. Оля тоже любит Сями. Да. Это прям у нее это самое.
отдельная движуха, прям это, сесть покушать сами. Так, здесь что еще? Что-то тут упало. Земные будни и радости. Здравствуйте. А как вы бросили курить? Я один день или по методу какому-то? В один день или по методу какому-то? 35 лет и не могу, к сожалению. Короче, есть такая книга «Легкий способ бросить курить». Ален Карр написал ее, эту книгу. И я, когда начал читать ее, такая вода, просто, говорит, что одно и то же. И он прям сам в тексте пишет. Все, что здесь написано, это, говорит, вода. 100 раз про это слышали, читали, это все, ничего нового здесь я не открою вам. Просто ваша задача дочитать книгу до конца, и все. Я ее сел, я курил 2 пачки в день. Золотая такая была, жесткая пачка. 2 пачки в день я курил, это минимум. А если какая-нибудь гуляночка, там и 3, и 4 мог выкурить. Просто от одной к другой прикуривал безостановочно. И курил много, и потом, что такое, никак не получалось, бросить не получается. А эту я книжку скачал с интернета, ее можно купить, она стоит недорого. Там книжка такая тоненькая. И дочитал до конца, а там последняя страничка такая. Вы как дочитали до конца сейчас вот ее книжку, вы сразу не бросайте. У вас сейчас наверняка какие-то дела, заботы, хлопоты на работе, учеба, то все, всегда какие-то есть. Сейчас заботы у вас. Выберите время, когда у вас прям вы готовы бросить. Сейчас там ничего не намечается, и вот там ближайшие 2-3 дня, неделя, 2 недели, вроде ничего такого не предвещает. И прочитайте эту страничку последнюю и бросайте. Это я прочитал где-то в начале мая. А спустя месяц примерно был праздник, 12 июня. И я утром встал, мы накануне с другом так хорошо еще подготовились к этому празднику. И я бросил курить. Просто оставил дома сигареты, зажигалку, все, и пошел. Иду, а сам в голове кручу, говорю, если что, на улице люди ж ходят, курят, кого-нибудь подойду, стрельну. Как-то у меня в голове было такое. Я дошел до друга проведать его, он говорит, есть курить? Я говорю, нет, я бросил. Он такой, давай, удачи. Знаешь, что я 2 пачки курю, знаешь, что я не смогу бросить. Я пошел дальше. И надо было на электричку. Я поехал в электричку, а сам иду и говорю, в электричке тогда еще можно было курить в тамбурах. Я говорю, пойду и стрельну в тамбуре, покурю. Сел в электричку, час ехал, нормально, не тянуло курить меня, нормально. Вышел на улицу, говорю, сейчас на улице, если что, стрельну у кого-нибудь сигаретку. Иду по улице, не хочу. В общем, в итоге так целый день и прошел у меня. И только уже там где-то вечером меня один человек, мы сидели целый день с ним, выпивали. Не целый день, там какое-то время, праздник отмечали туда-сюда. И он мне вечером говорит, слушай, говорит, один из компаний только, а ты что, говорит, курить бросил? Я говорю, да. А мы с ним все время, пойдем курить, пойдем. Он приходит, курит, я сижу рядом. Он покурил, я просто сижу вот тут в метре от него. Поговорили, разошлись туда-сюда. И он такой говорит, а ты что, курить бросил? Я говорю, да. Когда? Я говорю, сегодня утром. Он такой, давай, удачи, туда-сюда. И все, я с тех пор, это было 12 июня 2006 год, я больше не закуривал. И там в книжке так написано еще, вы, говорит, когда бросите курить, то вы, говорит, подумайте, как я легко бросил курить. Дай-ка я опять закурю, а потом так же легко брошу. Но с другой стороны, подумайте, это же курение здоровья никогда ничего пользы не приносило, вообще ничего какой пользы не приносило. Особенно вот это заблуждение про то, что брошу курить, растолстею, это вообще одно с другим не связано, вообще никак не связано. Это на мне проверено, я тоже думал, сейчас потолстею, буду конфетки какие-то туда-сюда есть, а нифига. Все у тебя в порядке с конфетками. С конфетками, это я уже позже набрал вес, так сказать. А в тот момент на меня никак не отразилось абсолютно. Единственное, что какое-то время я сам за собой ловил, что рядом со мной курят, а я не хочу курить. Мы сидим в машине в одной, все курят в машине, там 2-3 курят, а я сижу, окно приоткрыто, дым выходит, и мне не хочется курить вообще. И я прям за себя порадовался. Я прям говорю, вау, как классно. Потом уже там посчитал, сколько сигарет, сколько я денег там сэкономил, сколько здоровья, туда-сюда. Я прям Потом меня многие спрашивали, я многим рекомендовал. У меня была эта книжка в электронном виде, я отправлял ее тоже людям многим. Единственное, я не знаю,
Бросали ли нет они по этому же методу курить, я не знаю, я не спрашивал. А так вот так получилось, что у нас еще в нашей компании еще друзья курили, а я уже все, я уже много лет не курил после этого. Вот, так что кто-то хочет нас позвать в гости на свой прямой эфир. Так что очень рекомендую, поищите, книжка тоненькая, там страниц 50, может быть, не знаю. Сразу скажу, вода, просто читаешь, вода, вода, вода. Ну, написано на нейролингвистическом программировании НЛП, и прям очень хорошо А действует. если не хотите читать, приходите к Ольге Ким, и регрессолог Ольга Ким вас нейролингвистическим программированием запрограммирует. Да, можно запрограммировать таким образом, да. Так. Ага, так. Игорь Захаров, она такая же Оля, как я, Джеки Чан. Привет, Джеки Чан. Людмила Давидович. Приятно, когда звезды заходят, да, на наш прямой эфир. Ага. Людмила Давидович, слюной подавиться можно, и это на сон грядущий. Не смогу заснуть, приснятся погоденьки. Ой, доброго сна вам в любом случае. Земные будни радости читала, не дочитала. Хорошо, попробую еще раз, спасибо. Почитайте, да, потому что там читаешь, такая вода, вообще думаешь, да что там прописные истины какие-то написаны, вообще, о чем это, вау. Туда-сюда. И они прям сам автор пишет, да, это все прописные истины, ваша задача дочитать до конца. Дочитайте до конца, там он в тексте пишет, если вы показалось что-то вот как-то вы не готовы, что-то вас это не убедило, начните сначала читать, бросили на середине, начните сначала читать, дочитайте до конца. Ваша задача докурить, читать до конца и все. Вы потому что, когда читаете, своим сознательным мозгом понимаете, что какая это ерунда. А вся информация, которая заходит вам в голову, она проникает к вам на уровне подсознания. Поэтому он и говорит, что главное читайте, главное дочитать. Он вашему сознанию обращается, дочитай до конца. А ваше подсознание, когда всю информацию получит, обработает его как надо. Вот. Он потом писал книгу «Как бросить пить», но это не рекомендую читать. Не читайте. Вот. Иногда чуть-чуть, алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Так, Георгий спрашивает, а Ольга курит или курила когда-нибудь? Ты Нет. куришь? Нет. Я, может, когда-то баловалась, но мне не понравилось. Ну вот. Игорь Захаров, а потом понял, что в Америке курить сигареты очень дорого, так и бросил. Нет, я бросил в 2006 году, а в Америке я только 3 года. Но курить действительно дорого, здесь некоторые люди приезжают и бросают просто по приезду, грубо говоря. Просто тут реально, тут пачка сигарет то ли 5, то ли 10 долларов стоит. Вот представь себе, там, на месяц сколько это влетает. А мои коллеги так и берут это самое. Вообще регрессолог, гипнолог может вылечить, если есть хорошая мотивация на то, чтобы бросить курить, это лечится буквально за 1 сеанс. И мои коллеги так и рассчитывают, что 10 долларов пачка сигарет. Если клиент курит пачку в день, это 300 долларов в месяц. Да, правильно? Вот. Они берут за сеанс стоимость, которую бы клиент потратил, так еще и загубил бы здоровье, 2-месячную стоимость. Поэтому сеанс у моих коллег, у регрессологов такой стоит 600 долларов. Вот. Игорь Захаров, вы посмотрите блог Алекса Бережнего. Чувак почти 30 лет живет в США. Вот он рассказывает, как на самом деле жить в Америке. Я понял, его фамилия чуть-чуть другая, но это самое, как его называется, этот чувак в таком упадничестве постоянном. И, кстати, он сейчас не живет в США, он, по-моему, давно уже свалил. Он где-то сейчас... Он с Одессы, этот чувак вообще-то, про которого вы говорите. И он решил, что он здесь все продаст и понакупит себе квартир. Не знаю где, в каком месте. И, в общем, он сейчас уже здесь не живет, по-моему. Так получилось, что у нас знакомый был, наш сосед по Турции. И он сказал, что я, говорит, знаю его. Он, говорит, такой унылый чувак, такой убитый постоянно. Какие-то у него постоянно все вот это, ой, все плохо, вот то. Я несколько раз включал его, эти самые ролики. Я потом обсуждал, он же дальнобойщиком работал, этот человек, про которого нам написали.
И нам потом спрашивал у знакомых, говорю, вот дальнобойщики, он вот это пишет. Он говорит, ну, некоторые говорят, ну да, и что такого? Кто-то говорит, ну, типа, ну так и должно быть. Короче, просто сам по себе такой человек унылый. Честно говоря, я после одного-двух роликов это понял и больше не включал его. Игорь Захаров, а эти клоуны сейчас закончат эфир и пойдут в съемный фургончик спать. Ну, это, наверное, про вас вы рассказываете. Привет вам в фургончике. Людмила Давидович, у нас еще рано, 23:17. Еще рано, да. Еще рано. Так, земные будни радости. А сколько у вас стоит сеанс? Ну, все зависит от запроса, поэтому первая диагностическая сессия, она бесплатная. Да, У поэтому... кого есть такая потребность, пишите, договоримся, созвонимся и пообщаемся. Ни к чему не принуждает. Может, некоторые просто какие-то инсайты ловят уже на первой консультации и благодарят и понимают, что все, вот оно, то, что нужно было. Да, очень часто это помогает. Так, ну, Оля, самый простой вариант с ней пообщаться в Инстаграме, она на него отвечает. Но не у всех работает Инстаграм сейчас в России. Вернее, почти ни у кого не работает. Вот, поэтому вы можете написать ТикТок, вы можете в Ютубе, там есть почта электронная, можете туда написать. В принципе, все вот виды связи, что там указаны в Ютубе, вы можете в любой этой воспользоваться, написать в том числе и ваш логин «Земные будни и радости», так называется, не логин, ну да, и свяжетесь, пообщайтесь. Спасибо большое, пожалуйста. Так, здесь я вот пропустил, Валерия пишет из Ташкента, кто-то куличи печет, а Оля пигоди готовит. У нас свои корейские У нас куличи. свои корейские куличи, да. Классические традиционные куличи, там уже Жанночка, подписчица, напекла, уже мы в сторис посмотрели, лайкнули. Да, И уже ждем не дождемся вечера, чтобы все эту красоту попробовать. Так что да, куличи будут в любом случае. Танюша, приветик, классно готовит. Привет вам тоже. Привет, спасибо. Так, юзер. Меня зовут Нина Ким, я из Казахстана. Огромный вам привет. Казахстан, привет, вам. Ниночка, Привет, приветик. Нина. А как Оля стала стройной? Поделитесь секретом. Я вообще не сидела на диете на самом деле. После того, как я вступила вообще, познакомилась с этой наукой регрессология, гипнология, я начала прорабатывать, пошла в проработку сама, вот, потому что нужно было ментальное здоровье поправить, да, и оно само по себе, вот я стала замечать, что не хочу объедаться. Если раньше вот таких пигоди мне нужно было штуки 4, да, то сейчас я, наверное, парочку, если съем, а сегодня, наверное, вообще или не буду есть, или одну съем, потому что там еще Жанночка шашлыки готовит. Вот, пропала необходимость и желание наедаться вот до сюда. Просто вот насытился желудок, и все, стоп. Нет тяги дальше кушать, вот. А раньше ж надо покушать побольше, это самое, пока вот прям уже выкатываться из-за стола не начнешь. Так, дальше пишет, Хэппи пишет, приветик с Питера, что готовите? Приветик, Питер, готовим пигоди. Сегодня подписчики пригласили нас на баньку с шашлыками. Так, юзер пишет, откуда вы читаете комментарии? У нас сейчас идет два одновременно параллельных онлайн-эфира. Я читаю комментарии сейчас и ТикТока, а это телефон, здесь комментарии из Ютуба. Два телефона стоит, одновременно онлайн идет трансляция в два места. Я предлагал еще парочку поставить, но Оля пока не согласна. Ну, какие наши годы? Пока у нас телефонов может не хватить, да, еще сказать, дополнительные поставить. Я вчера вот спрашивал, а что, может быть, нам еще на Твиче начать выходить эти онлайны, выкладывать? И где еще? В Инстаграме, в Фейсбуке еще смотрят люди. Надо это самое, расширять количество вопросов в том числе. Ты как? Оля пока не знает, сомневается. Она не хотела-то в YouTube выходить. Я ее просто это самое, она сказала, что я ее заставил. Сказал, мы подписались в ТикТоке, 22 февраля сделали аккаунт в ТикТоке, вот этот, который сейчас мы общаемся. И я говорю, вот тут предложили делать прямые эфиры, разрешили делать. Говорю, давай вот пообщайся со своими зрителями. Она включила, посмотрела, удивилась, ничего не поняла. Потом какое-то время сказала, о, смотри, здесь люди какие-то появляются, вопросы какие-то задают.
откликаются на общение с людьми. И стало тоже это самое, давай, говорит, это общаться тоже. И вот стали выпускать на ТикТоке, делать стримы, и потом, а давай, почему второй телефон не поставить? Купили специальный штатив, 2 телефона зажимает он. И вот одновременно идет трансляция YouTube и TikTok. Вот так. У меня первая реакция, я вообще помню, был мужчина из Нью-Йорка. Вот, а я такая на расслабоне, что-то на диване валяюсь, и он что-то с нами разговаривает. Я говорю, ой, а кто это, говорю? А, да, Это там что, еще люди, говорю? голос он присоединился, да? Он как-то, Да. Да, Оля такая, как, чего? А там человек то ли тоже с Ташкента или откуда-то, Да. в общем, знает, да, про что речь. Где еще идет трансляция? На Ютубе одновременно идет трансляция. Какая у вас стоимость сеанса? Вы здесь напишите в этот вопрос в ТикТоке. Я Оле передам, она с вами свяжется. Этот контакт напишите, как связаться, пообщаться, потому что Оля сказала, на установочной сессии вы пообщаетесь, возможно, что вы придете к выводу, что вам... Да, там все зависит от что того, там. какой запрос. Вот Да. тоже подписчица, мы с ней вышли на связь, и я понимаю, что с ней работать, ну, максимум пару сессий нужно. Ну, 3, это прям потолок. Вот, настолько человек сам по себе позитивный, проработанный. Там есть кое-какая там нюансик, который очень легко вообще прорабатывается. Вот. А есть такие у меня клиенты, что я понимаю, что там столько слоев надо просто. Ну и там, конечно, по-другому. Ну, как я понимаю, еще даже в установочной сессии очень часто людям глаза открывает, и они сами начинают осознавать. Вау, оказывается, так можно было. И так далее. Так что напишите свой контакт, как связаться через WhatsApp, Telegram или через что у вас удобнее. Или, в общем, чтобы можно было, так сказать, установить общение. Вот. Так, что готовите, ребята, спрашивает The Quest for Bliss. Вот. Это целая мантышница Пигоди. Сколько? 25 штук. А я думала, здесь только о кулинарии. А о чем сеансы? Ух ты. Сеансы о том, какая у вас проблема, какой у вас запрос. Я так понимаю, самое главное в этом деле это сформулировать свой запрос, сформулировать, что ты хочешь достичь этим, к чему ты хочешь прийти. То есть На это самом деле, надо сквозь себя пропустить, и это... все мы выходцы понятно. из Советского Союза, и всем нам столько вообще установок, программ в голову, в подсознательную часть нашего мозга, да, забили, что просто это 100% влияет на нашу нынешнюю жизнь. Просто кого-то это беспокоит и триггерит, а кто-то с этим спокойно живет. Ну, тоже... родители в той или иной степени были строги или менее строги, там, воспитатели, нянечки в детском саду, да, вот, все это из нашего прошлого тянется. То есть, смотрите, сознательная часть мозга, мы с вами общаемся, да, она совершенно может не понять и не принять вообще, о чем речь, но в нашем подсознании хранится абсолютно вся информация. Почитайте книжку «Тело помнит все» тоже, да, в подсознании очень много информации хранится. И, казалось бы, мы с клиентами попадаем в такие психотравмы, которые для нас, для взрослых, ну, казалось бы, ну, что за ерунда? А в подсознании нету времени и нету логики. Вот оно там засело, вот та или иная программа, да, установка какая-то. И пока теперь не пойдешь глубоко в подсознание, не вытащишь эту установку или программу и не заполнишь чем-то хорошим, позитивным, оптимистичным, то в той или иной степени это так или иначе будет отражаться на нынешней жизни. Соответственно, как я уже сказала, кого-то это сильно беспокоит, кто-то начинает стрессовать. Чем больше стресс наслаивается, стресс на стресс, на стресс, на стресс, это в конечном итоге может закончиться глубокой депрессией, что очень и очень опасно. Вот. А кому-то кто-то и так классно, ему кайфово живется, подобное там... Один и тот же триггер не будет его совершенно никак трогать, в то время как другого человека это настолько будет триггерить и прям вот нервы подниматься, а все болезни у нас от нервов, абсолютно.
Мы когда изучали психосоматику, вот нам педагоги рассказывали, что абсолютно все связано с нашим ментальным здоровьем. И если это не инвалидность и не врожденная какая-то болезнь, то это все психосоматика. Могу заявить 100%, психосоматика у меня была даже не в шейно-воротниковой зоне, а между левой лопаткой и позвоночником. Вот там был прям такой страшный зажим. Это меня очень сильно беспокоило. Я делаю глубокий вдох и чувствую вон там боль. Вот. Меня прорабатывали, почитайте, кому интересно, загуглите. Я этот метод тоже досконально изучала, покупала отдельным курсом этот метод, метод Dolores Cannon. Меня прорабатывали сначала по Dolores Cannon, но там, оказывается, наслоилось столько у меня психотравм и этот зажим. Часть зажима отпустила, мне стало легче. Я хотя бы уже ночью, когда переворачивалась с бока на бок, я не просыпалась от боли. И вот эти глубокие вдохи меня уже тоже болью не отражались в моей спине. Вот. Но, тем не менее, там, если я делаю наклоны в бок, меня это все равно беспокоило, и я понимала, что там у меня все равно что-то беспокоит, и зажим не ушел. Вот. А потом меня проработали классическим методом по психосоматике. И все, сейчас меня отпустило вполне себе. Я если пойду на курс, вернее не на курс, а на сеанс массажа, то исключительно для того, чтобы релакснуть. То раньше, когда примерно, наверное, прошлой осенью, я начала ходить по массажистам, нет, даже раньше, потому что сначала меня от поликлиники бесплатно, американка у меня была, массажистка, которая меня массировала, но американка вообще, это, конечно, с нашими русскими вообще не сравнится. Вот, потом у меня женщина была русская, потом, я не знаю, кто по национальности, но из России, тоже из Сургута мужчина был. Короче, у меня массажистки одна лучше другого. Настолько вообще сильные в своей деятельности, но никто мне помочь не мог. Никто. И если бы я вот такой прям резкий скачок не почувствовала бы, я бы даже и не покупала бы этот курс, потому что он достаточно дорогостоящий. Вот. Просто почему я даже не задумываясь ни насколько, вот просто, когда почувствовала на себе результат, я сказала, я хочу этот курс купить. И пошла и купила, и изучила его досконально. Короче, массажист, мужчина, представляете, силы в нем сколько, да? Как бы мы там не хорохорились, все равно мы, женщины, физически намного слабее, чем мужчины, да? Вот, и он локтем, вот так мне на это место, значит, нажимал, маслом спину смазывал, и вот всей своей массой сверху давил, и вот таким образом делал массаж, да? Всегда спрашивал по 10-бальной шкале степень боли какая. И там, где у меня конкретно зажим, во всех остальных местах, пожалуйста, мучайте меня сколько угодно, это самое, какую угодно силу применяйте, но вот там, где зажим, я аж привскакивала с кушетки и говорила 10, пожалуйста, не надо так, говорю, сильно, 10. Это была адская боль, это была невыносимая боль. Вот. И, значит, меня прорабатывают по Dolores Cannon. На следующий день у меня был массаж. Я прихожу на массаж очередной и говорю, слушайте, от десятки, ну, 2, наверное, осталось. Он в какой-то момент даже разозлился и начал мне таким, знаете, строгим голосом говорить, как вы так можете над собой, говорит, эксперименты проводить. Я говорю, слушайте, загуглите, кто такая Dolores Cannon, говорю, этого абсолютно никакого тут эксперимента не было. Это проверенный, научно доказанный метод, способ, вот, и поэтому я говорю, ну, доверилась полностью, и не было у меня ощущения, что я в какие-то эксперименты, да, вступаю. Нет. На 2. Боль осталась на 2. Каково было мое удивление, когда через неделю я пришла, и от этой 2 не осталось вообще ничего. Вот он, значит, нажимает, нету, я говорю, 0. И в какой-то момент я поняла, что я просто сюда хожу. Изначально я к нему пришла как к массажисту-терапевту. Мне нужен был терапевтический именно, да, массаж. Вот. И я понимаю, что мне уже не к чему туда ходить. Я бросаю массаж. И мне это экономит такое колоссальное количество денег, что я не пожалела вообще, что вообще ввязалась в эту науку, изучила сама этот метод. Вот. И сейчас активно практикую, помогаю тоже людям. Такие вот дела.
Так, спасибо большое, написали земные будни радости. Салиха, сколько лет Ольге? 40. Земные будни радости. Я принципиально удалила Инстаграм, Фейсбук и ТикТок, только Ютуб у меня. А удалила потому, что сплошной негатив в мире. Поэтому я могу оставить WhatsApp свой или напишите свой, чтобы пройти сеанс. Я отправил ссылку, вот там я приложил. Там собраны вообще все соцсети наши. Но там в самом верху есть форма, которую можно заполнить. Ее увидит только Ольга. Я даже не знаю, куда она к ней придет. Ну, это форма, я, может, другую форму сделаю. Это анкета уже непосредственно перед работой. Обычно я общаюсь, и когда мы на сессии понимаем, что я могу помочь клиенту, клиент готов к работе, потому что не все клиенты еще готовы к работе. Если подсознание ваше не готово, психика не готова, работы никакой не получится. Здесь вся работа идет 50 на 50. Я как проводник веду вас в этот мир глубокого подсознательного вашего, да, а вы, ваше подсознание должно быть готово тоже к работе, открыться и работать. Вот. Если подсознание будет блокировать те или иные моменты, не пускать в какие-то там воспоминания, то никакой работы не получится. Поэтому мы все это на первой сессии, на первой консультации выясняем. И если приходим к общему знаменателю, что все, работа будет, тогда я вот отправляю вот эту анкету, которую нужно обязательно анамнез собрать, чтобы не по клиенту, да, анкету эту отправляю, соглашение отправляем, мы подписываем договор, производится оплата и, собственно, идем в работу. Ну, в любом случае, человек может там оставить свой телефон контактный? Да, можете. Вы можете эту анкету так досконально не заполнять, потому что эта вот анкета, ее нужно будет заполнять непосредственно перед работой. Если уже все, вы точно приняли решение, что вы идете в работу, я готова вам помочь, я могу и готова вам помочь, вы можете и готовы идти в работу. Тогда вот эта анкета, нужно будет эту анкету досконально, вот прям подробненько заполнить. А сейчас вы можете просто контакты оставить, имя, контакты, и мы с вами. Да, Оля увидит и с вами свяжется через WhatsApp, совершенно верно. Так, Анна Каренина. Согласна полностью с вами, Ольга. Часто замечаю, что детские травмы дают о себе знать частенько. Надо тоже все проработать, иначе и правда так можно всю жизнь прожить не на полную. Есть такое, да. Там единственное есть ограничение. В вашем случае сейчас прорабатываться не надо. Да, Просто про Анну Каренину конкретно я знаю, да. Лав-лав. Там все, кто ждут малышей, должны пока отложить это мероприятие на попозже. Лав-лав, куличи стряпаете? Ну, у нас корейские куличи, как Оля сказала, называется пигоди. У нас вместо изюма внутри фарш мясной. Вот, поэтому у нас такие корейские куличи. Вот, но очень вкусные. Так, здесь квестов Близ. А я думал, здесь только кулинария, о чем сеансы. Ух ты, это я уже читал. Так, юзер, так интересно, когда раз смотрю вас в YouTube, и сегодня вы мне привет передаете. Класс. Еще раз привет вам. Переходите. Каждый день можем передавать, нам не тяжело. Мы только на прямых сейчас эфирах нам проще это делать, потому что так мы не записываем приветы, как мы раньше делали. Это была, конечно, отдельная история. Юзер пишет: Алексей набрал вес по сравнению с прошлыми роликами. В Турции Алексей был стройным. Море, солнце. А тут, видите, как работа. Сидим, общаемся, болтаем. Питание, может, какое-то другое стало. В общем, как-то так вот, да. Но кто-то должен быть полным в семье. Если Оля похудела, значит, я буду теперь полным. Ничего страшного. Так, у меня сейчас... Космомир пишет: у меня сейчас боль в лопатке при вздохе. Из-за каких стрессов в психосоматике это бывает? Это бывает, очень похожая же история со мной, да. Это бывает, когда вы что-то делаете через силу, у вас что-то не получается. Или вы работаете на нелюбимой работе, и вот прям просыпаетесь и ломаете себя, что нужно. Ну, потому что нужно, чтобы заработать, чтобы на жизнь были денежки, да. И вот не только финансовой сферы касается, вот вы все делаете через «не хочу». Вот тело сопротивляется, а вы вынуждены это делать. И мне тоже сказали, медитации нужно слушать, надо
максимально отпустить ситуацию, расслабиться и заниматься ровно тем делом, которым хочется заниматься. Не всегда это возможно, но опять-таки нет в этом мире ничего невозможного. Если Илон Маск создал Теслу, то и абсолютно любой другой человек тоже это может сделать. Да? Возможности у всех одинаковые. Но почему кто-то выбирает путь жить в палатках и бомжевать, да, или там жить вот на очень низком таком уровне жизни, да, а кто-то имеет яхты, пароходы и так далее, да, это все тоже прорабатываются, с этим тоже работают. Ну, вообще, гипнологи, регрессологи, они очень универсальные специалисты, и это не только психосоматика, это не только там боли в лопатках, там, где бы то ни было, да, это все в комплексе, в том числе и финансовую сферу тоже прокачивают эти регрессологи, прорабатывают, вот, какие-то зажимы убирают. Клиентский случай, не мой клиент, а клиентский случай моего педагога. Мужчина, бизнесмен, успешный, как только достигает какого-то вот потолка своего, тут же что-то в бизнесе происходит, и он просто скатывается. Вот. Когда пошли в глубинную работу, глубоко в подсознании, как я уже сказала, в подсознании нет времени, нет логики. Для нас, для взрослых, кажется, что за ерунда, для нашей сознательной части ума. А в подсознании оно все туда записало, и там логики нет. Поэтому, когда стали этого человека прорабатывать, этого бизнесмена, выяснилось, что когда-то в детстве, когда он был там совсем маленьким мальчиком, да, он со своим старшим братом игрался. И построили они из книжек такие ступеньки, вот, и куда-то там поднимался он чего-то там, короче. То ли нужно было взять со стеллажа что-то. Ну, в общем, смысл в том, что пока ребенок поднимался туда наверх по этим книжкам, книжки под ногами вот так поехали, заиграли, и ребенок упал. И тогда подсознание себе записало, что нельзя подниматься высоко. Вот живи вот здесь на уровне земли, а как только ты начинаешь подниматься по ступенькам вверх, это тебя ломает, и ты падаешь прямо на землю. Вот. И подсознание это записало, и у взрослого успешного бизнесмена не получалось пробить какой-то свой определенный финансовый потолок. Как только проработали, все, дела пошли в гору, и все у него наладилось в бизнесе. Людмила Давидович спрашивает: Оль, начинка с капустой. Мы добавляем капусту, так вкуснее. Капуста, Оля тоже мясо, обязательно. Да. Так она сочнее получается, начинка тогда. Совершенно верно. Что там у тебя? Полка падает. Полка падает? Что ты ворочаешь? Это самое. Так, дальше я читаю. Тоже хочется, но боязно. Ну, Оля говорит, что надо в любом случае проговаривать, самому себе сказать в первую очередь, что и как, и куда вы хотите, и что с вами происходит. В самому себе разобраться. Тоже хочется, но боязно. На самом деле, я сейчас про боязно расскажу. На самом деле, ничего здесь сверхъестественного и страшного нет. Если кто-нибудь когда-нибудь медитировал, это когда вокруг тишина, ты закрываешь глазки и погружаешься внутрь себя, слушаешь какую-то медитативную музыку, это вот, собственно, и есть уже транс. Вот. Каждый день человек несколько раз пребывает в состоянии транса. Уровни транса, глубина транса тоже бывает разная. Например, если вы сейчас закроете глазки, вы уже будете находиться в состоянии транса на легком уровне, таком самом поверхностном. Называется он альфа-состояние транса. Вот. Когда вы утром слышите будильник, отключаете его, но не открываете при этом пока глаза, уже слышите, как если муж встал раньше вас, ходит, да, вы слышите, как он там на кухне что-то делает, завтрак готовит, слышите, как кошка бегает, если у вас есть животные, собака там как бегает, да. Вы все это слышите, но при этом еще с закрытыми глазами лежите. Вот это вот самое тета-состояние транса, тета-глубина транса, это вот та глубина, на которой происходит вся терапевтическая работа. Мы это делаем, вы это в естественной среде
в таком состоянии пребываете как минимум дважды в день, да, если вы на дневной сон не уходите, то как минимум дважды в день, это когда вы ложитесь спать и уже засыпаете, но при этом еще слышите, как идет дождь за окном, вот, и когда просыпаетесь, вот дважды минимум в день вы пребываете в состоянии тета-уровня транса. Вот, мы это состояние добиваемся путем тоже. Должна быть тишина вокруг, никто не должен беспокоить, никаких шумов не должно быть. Полная такая релаксация, расслабление. И путем чтения определенной индукции мы расслабляем человека, и он погружается в это состояние, когда еще сознательная часть ваша все равно, она не в отключке. Она просто принимает такой наблюдательный характер. Да? Вы же когда слышите, что там муж, ага, вот это он гремит, он сейчас посудомойку разбирает, да, ну понимаете, да, сознательная часть понимает, но при этом она такое более релаксирующее состояние имеет. Вот, собственно, на таком состоянии вся работа терапевтическая проводится. Так, здесь Александр пишет. Массажист был профессионал. Да. Это очень Он профессиональный офигенный дядька. вообще. Да. У него знаний там. Ему даже не надо рекламу давать, его просто контакты вот так из рук в руки передают. Ну да. Космомир. Да, очень многое приходилось делать, что не надо, но так надо в этой жизни. Это так бывает, да. Желаю вам удачи, а я спать. У нас уже 2 часа ночи. Доброй ночи вам, да. Это нужно. Завтра еще гулять, выходной день, кто-то отдыхать, кто куда, кто-то Так, паспорт хотите покажу, пишет. что нам Олег купил? Я, в принципе, с слепкой закончила на сегодня. Сейчас вот это уберу. Так. Здесь пока никого. Поэтому Опа. попробовать всегда можно. Также я на первичной консультации провожу такие более глубокие и продолжительные гипнопробы. И вот это, собственно, батарейка. Наверное, да, спать лег телефон. Да, батарейка. Это ютубчик. Ютубчик. Похватит он? Не знаю. У тебя что тут, как будто зависло? Да, как будто зависло. Пробуй. Вот, и когда я провожу вот эти гипнопробы, уже человек понимает, в каком он состоянии будет во время работы. Он уже это может прочувствовать на себе, что это такое. Поэтому страшного тут абсолютно вообще ничего нет. Так, я тут... Телефончик отрубился. Будем смотреть. Пакетик убираешь? Да. Вот тут много столько зрителей приходило, уходило, заходило. Народ здесь есть. Саша заходила, наша знакомая. Никак не загрузится. О, надо второй тащить зарядку. Сейчас этот тоже рубанется. 7%.
Так. Так. Ютубчик. Ну, тут, походу, прервалось уже. Заново выходить? Да нет, наверное. Пускай заряжается туда. А слушай, тут не появилось, нет. Ты этот выключил? Кого? Мукбанк.